беспокоит каждого пользователя сотовых телефонов. Какой вообще смарт брать, нужно ли тратиться, стоит ли тратиться или сразу пойти и купить самый дорогой топовый смартфон, допустим, от тех же яблочников и все. Сегодня мы с вами совместно постараемся с этим делом разобраться и определиться. Я, во всяком случае, смогу вам рассказать мое видение данной проблемы, потому что я считаю, что все-таки в каком-то смысле это проблема. Ведь когда ты думаешь, что тебе достаточно, допустим, не знаю, Redmi Note 7, ты его получаешь, начинаешь в него пытаться играться, понимаешь, что это хлам как минимум, потом после этого ты пытаешься подсоединить к нему, допустим, более-менее приличные наушники, ведь у тебя есть там 10 тысяч, 15 тысяч, чтобы купить AirPods и первые, и вторые, и осознаешь, что у тебя великолепным образом начинаются какие-то задержки. А магия в том, что ничего из Redmi, из бюджетного не работает нормально с Bluetooth устройствами, во всяком случае, из того, что было у меня за всю мою блогерскую бытность, ничего не играло хорошо с Redmi. Опять же, это все играло более-менее потребно, более-менее, если у вас была необходимость такая купить беспроводные наушники, те же Halo GT, либо Xiaomi-шные какие-то, они играли неплохо и было минимальное количество обрывов. С другой стороны, что-то прям топового, и если вы покупаете тот же Huawei, либо Samsung, либо яблочный, допустим, iPhone 7, тот же с более чем отличным кодеком AAC, в которых 4 вида, вы получаете что? Правильно, вы получаете более чем хорошее звучание по сравнению с семеркой, с теми же самыми наушниками. Но тема у нас основная сейчас, потом я буду отвечать на вопросы. Все-таки что стоит покупать для вас, если вам необходим телефон? Я считаю, что лучший выбор это, понятно, там 3310, либо вот такой вот обычный временем убитый кнопочный Nokia, либо подобный телефон за 700-600 рублей, потому что это звонилка. Если вам уже необходимо, опять же, многие пишут, что мне необходимо раздавать интернет, мне необходим 4G, мне необходимо использовать телефон как роутер. Такие бюджетные телефоны тоже есть, тоже кнопочные, проблем с этим никаких, можно купить, начиная от Xiaomi-шных девайсов, заканчивая Соньками и чего только не выпускают для того, чтобы вы могли раздавать интернет. Еще раз всем привет, напоминаю, что на канале у нас разыгрываются рандомно 5 фитнес-браслетов Mi Band 4 раз в месяц. В основном я обозреваю наушники, либо мелкие девайсы, иногда обозреваю вот такие телефоны. Телефоны, скорее всего, сейчас буду обозревать чаще, потому что около 300 наушников я перетестировал. Особо интересного на данный момент ничего не выпускают, поэтому, скорее всего, буду рассказывать вам и о мобильных устройствах. Недавно рассказывал о Vivo V17 телефоне, и, наверное, это и навеяло у меня желание рассказать вам поподробнее, каким образом конкретно я под себя выбираю девайсы. Допустим, те люди, которые часто очень пишут в комментариях, что зачем сотовому телефону 8 гигабайт оперативной памяти, я сразу могу сказать, 3 гигабайта оперативки в 99% случаев вы получаете вместо телефона кирпич у себя в руках. То, что вы будете его тихо ненавидеть, очень сильно вряд ли вы будете его громко ненавидеть, потому что он будет тормозить. От чего? От того, что вы будете использовать мессенджеры, вы будете заходить в Контакт, Facebook, вы будете редко достаточно выкидывать это все из фона, и рано или поздно 3-гигабайтные телефончики начнут у вас люто тормозить, скорее всего, очень рано. Соответственно, минимальное количество оперативной памяти, если вы будете выбирать себе смарт, неважно какой смарт, будь то Xiaomi, Huawei, либо, не знаю, вот все, кроме яблока, потому что яблоко это отдельная история, у них такая оптимизация, что они могут себе позволить и 2 гигабайта, и гигабайтные их телефоны не тормозят. Там своя оболочка, свой процессор, своя магия, можно сказать. Результаты розыгрышей всегда вы можете посмотреть на канале, на стримах. В конце стрима, всегда в прикрепленном комментарии, я указываю фамилии победивших. Это происходит раз в месяц. Последний стрим у нас был на канале для стримов специальном. На него ссылка тоже есть в прикрепленном комментарии к любому из роликов. Можете перейти и посмотреть. Вот. По поводу телефонов. Возвращаясь к теме обзора. Я специально разложил не все свои телефоны, вот то, что больше всего интересно для меня лично, и то, на что, в принципе, я делал обзор. Ну ладно, на семерку, на iPhone 7 я не делал обзор, Huawei P20 Pro я разбил,
И что у меня еще из телефонов? Ну и на OnePlus 7T Pro я сейчас веду стрим, поэтому на данный момент показать его не представляется возможным. Так вот, что бы я хотел сказать по поводу этих телефонов, по поводу дизайна в первую очередь. Очень многие люди пишут, что вот дизайн, допустим, у Vivo убогий, либо 3 камеры у Redmi Note 8 Pro сделали так же, как у Huawei, либо что это за квадратная лабутень у Яблока. Притом никто не пишет почему-то про квадратную лабутень у того же Пикселя, и то, что Redmi также сделали сейчас аппараты, 9, по-моему, у них тоже квадратная великолепная камера. В общем, проще говоря, дизайн телефонов это примерно то же самое на данном этапе развития технологий, по моему мнению, как дизайн машин. Почему? Потому что они все похожи. Это Ctrl-C, Ctrl-V. У них есть разница, конечно же, в материалах. То есть, допустим, яблочные не беспокоятся. Они как делали этот металлический корпус, как запихивали туда стекла высокого качества, относительно высокого, понятно, что у них наценка космос, так они и продолжают это делать. Если Vivo, допустим, делает из пластика свои средней ценовой категории телефоны, это тоже имеет право на жизнь, они у них легкие, плюс нужно четко понимать, что все это вы будете носить в чехлах. Какого вида чехлы там за, допустим, вот у меня чехол 170 рублей на OnePlus 7T Pro, 170 рублей вместе с доставкой из Китая. Либо берем, допустим, на 11 Pro Max телефон, который 100 стоит. Вот он, Xiaomi-шный чехол за 700 рублей. Опять же, с доставкой из Китая. Либо на 7-й iPhone, вот, допустим, по-моему, тоже Xiaomi-шный чехол, около 1000 рублей. Вот здесь уже чехлы идут, допустим, такие модные, понятно, что чуть-чуть дороже. И к чему это все? Либо какие-нибудь гэсовские чехольчики. Все это мишура, все это аксессуары, и как только мы будем запихивать телефоны в чехлы, персонализация их, то есть определение, что это у вас за аппарат в руках, она отпадает наглухо. То есть про стиль мы можем в принципе забыть. Почему? Потому что, это очень субъективная вещь, как для кого выглядят эти камеры, как для кого ощущается вот этот, не знаю, металл, либо стекло, либо пластик, наоборот, что тактильно неудобно. Пока вы в ручке не получите это дело, которое вы будете у себя вертеть не один день, не один месяц, потому что никто не покупает телефон себе на месяц, даже я не покупаю себе телефоны на месяц, хотя в каком-то смысле, это мое хобби, увлечение такое очень довольно плотное. Вот сейчас Vivo появилась, после этого, не знаю, где-то через недели 3, не раньше у меня появится еще один телефон. 100% не раньше. И по поводу цены. Я считаю, что кнопочные телефоны должны стоить в районе $10. Дороже смысла покупать нет никакого. Если вы гик-извращенец, вы можете купить, вот, допустим, такие Xiaomi-шные телефоны, либо вам реально нужен мини-роутер. Если у вас нет необходимости использовать телефон как звонилку, а вам необходимы еще мессенджеры, здесь начинать нужно думать. Думать о чем? В первую очередь зрение. Да, как не смешно об этом говорить, когда вы будете заходить потом в программки, а рано или поздно, когда у вас начнут чесаться глаза, надеюсь, у вас не начнутся, но у большинства пользователей, если вы присмотритесь к своим... прислушаетесь к своим ощущениям, вы заметите, что глаза реально устают. Капилляров становится больше. Вы штыритесь в этот телефон по 3-4 часа, кто-то 6 часов, кто-то 8. И здесь дело не только в герцовке, здесь дело не только в шиме, разница OLED-овской матрицы, либо IPS, Super AMOLED, что вы используете. Допустим, все эти телефоны с очень хорошими экранами, 100, сколько там, 40 тысяч, вот OnePlus 45, что еще покупал, Huawei P20 Pro у меня также в 40 выходил. То есть все эти телефоны до 100 тысяч рублей, $1500 я использую исключительно в режиме чтения и исключительно с максимальной частотой обновления экрана. То есть я сижу в телефоне по 6-8 часов в сутки, параллельно, понятно, с компьютером. И для меня важен экран. То есть, когда вы приходите в магазин и вам покажется, что вот супер яркий экран, супер сочные цвета, супер сочный черный, не вижу пикселей. Да вы посмотрите на количество пикселей сейчас во всех матрицах. Они примерно одинаковые. Плотность примерно 400 ppi. А яркость, 400 кандел, выше уже у вас будут глаза постепенно выжигаться. Оно все примерно одно и то же. Samsung продает свои матрицы всем практически. То есть, говорить, что производитель, допустим, Яблоко делает свои матрицы. Павел, привет.
Надеюсь, да, хорошая тема, уже не болею. Вы тоже не болеете, все не болеете. Напоминаю, кстати, основная миссия данного канала — это помогать друг другу. Потом мы с вами обсудим те вопросы, которые вас интересуют, поотвечаю вам на поставленные вами вопросы. И самое главное, все-таки приду для вас же к своему выводу. Вот, допустим, что необходимо мне относительно моих доходов. Доходов, которые есть на данный момент. То есть какой бы я для себя телефон для повседневки выбрал. Логично, что я уже выбрал для себя, допустим, на данный момент OnePlus 7T Pro. Если бы я не разбил Huawei P20 Pro, который стоил когда-то 40, сейчас он стоит 20, я бы 100% ходил бы с ним. Нужно четко понимать, что если бы я сидел на компьютере не на Windows, а, допустим, на яблочной любой системе, будь то у меня MacBook, либо iMac, при любом раскладе я бы использовал телефон от Яблока. Это 1,000,000%. В зависимости от того, с какой системой ты контактируешь чаще, в зависимости от этого ты выбираешь, допустим, те же наушники, прошки. Ну, прошки я и так использую с андроидом. Ну, черт с ним. Вот по поводу наушников это отдельная тема, а по поводу телефонов все очень просто. Если у вас Android устройство, если у вас Windows, вам желательно покупать Android устройство. Почему? Потому что даже видео с тех же айфонов необходимо будет рендерить. Это всегда проблемы, это всегда все равно не идеальные файлы. Я использую Adobe для монтажа своих обзоров. И я вам скажу, вот с этого дела, с яблочного, перекидывать файлы и с мововского, допустим, в MPEG-4 переводить, всегда Adobe начинает тормозить. То есть, проще говоря, если вы хотите снимать ролики, то вы четко должны понимать, что либо вы будете монтировать на этих яблочных телефонах, либо вы будете иметь проблемы, как имею я, когда я использую частично, вот у супруги у меня 11 Pro Max, и я иногда его беру, иногда, редко. Но мы вернемся к дизайну. К дизайну мораль для меня лично, и, надеюсь, для вас проста. На вкус и цвет. Хотите, что хотите, то выбирайте. Даже не важно, какого цвета телефон, 99%, что вы будете покупать под него чехлы. Второй момент. По поводу матриц. По поводу экранов. Вы должны прийти в магазин и как минимум минут 15-20 поюзать данный телефон. Лучше взять у товарища, потому что когда вы тщательно реально выбираете какой-то девайс, будь вы школьник с 10 тысячами рублей, либо бизнесмен, либо госслужащий с соткой зарплатой, при любом раскладе вы имеете доступ к своим друзьям, родственникам, не знаю, к корешам. Возьмите вы телефон, поюзайте его полдня для того, чтобы понять, сможете ли вы с ним взаимодействовать, будут ли у вас болеть глаза, удобно ли вам будет пользоваться вообще телефоном. Есть такая штука Vivo, которая меня просто убила сначала и которую много очень блогеров хейтят. Это то, что у них настройки снизу открываются, шторка. И эта штука нереально удобная. Я никогда не знал, что она может быть такой удобной. Может быть, на андроиде я не особо по поводу этого заморачиваюсь. Можно тоже так сделать снизу. Но это реально штуковина очень удобная. И вот эти оболочки, MIUI на на Xiaomi, либо Huawei-овская оболочка, у Samsung своя оболочка, у Vivo, к ней ты привыкаешь недели 2-3. То есть можно купить голый телефон, ни к чему не быть готовым, посмотреть пару роликов, потом как настраивается, допустим, тот же Samsung, и благополучным образом, после того, как вы эти ролики посмотрели, под себя настроить телефон и забыть. Либо второй вариант — купить iPhone, и если у вас iMac и iMac Pro везде, то вообще не запариваться. Но, говорю, опять же, это отдельная история. Яблочники — это люди, у которых либо очень много денег, либо они очень хотят делать вид, что у них много денег. Я не верю, что человек, который покупает за 100 тысяч телефон, не думает о том, что это в каком-то смысле статус. Вот. Ну, опять же, это опять же только мое мнение. Мне 36, у меня есть определенный уровень доходов, и я считаю, что все равно яблоко — это дорого. Прям люто дорого. Дальше. Про экран забыли. По поводу игры. Игровых смартфонов. Вот как мы часто очень блогеры делаем, показывая на обзорах тесты процессора. Допустим, тротлинг тот же самый, перегрев, краш-тесты, еще что-то. Вы должны четко понимать, что в жизни вы таким образом сотовый использовать не будете однозначно. То есть, допустим, у Vivo лютый тротлинг после 5 минут тестов.
у процессора. В то же время телефон вообще не тормозит. Я сейчас не топлю за Vivo, я бы с ним не ходил. Мне не нравится пластиковый корпус, я довольно часто снимаю вообще чехлы с своих телефонов, они поэтому умирают очень сильно и быстро. Допустим, тот же OnePlus 7T Pro я ношу без защитной заводской пленки. Я вообще защитные пленки не уважаю никаким образом. Покупаешь девайс, снимай пленку. Это как в целлофане машиной пользоваться. Но это опять же мое мнение. И тактильно мне он не нравится. Внешне вот этот ромбик мне нравится. По поводу игр, если вы будете ориентироваться на игры, покупайте вы сразу Asus ROG 2, сотовый телефон, сотовый-игровой, потому что все остальное, ну, рано или поздно у вас начнет лагать от перегрева. Все-таки телефончики, которые мы с вами благополучным образом покупаем, в первую очередь рассчитаны на определенные задачи. И в задачи у них не входит то, что вы будете по 9 часов играть в PUBG. Вообще вот 100%. Понятно, что они каким-то образом тестируются, но основное, каким образом мы пользуемся сотовым, это читаем новости, смотрим видюшечки, когда катим на работу и разговариваем по нему. Все. Это точно не мобильная платформа. И если у вас есть компьютер, в который вы играете, он у вас там стоит, допустим, 100 тысяч, логично, что вы можете потратить те же 40 тысяч на игровой телефон. Если у вас нет компа, вы сначала купите комп за этот 40 и телефон за десятку, а потом уже начинаете покупать телефоны, которые рассчитаны на игры. Все равно игры, которые встают на телефонах, рядом не валялись с тем, что есть на стационарах либо ноутбуках. Портянка по поводу Vivo V17 однозначно ничего из небюджетного либо бюджетного не стоит покупать, пока вы сами не сможете потестировать данную оболочку и данный телефон лично. Райан, если у вас за 60 тысяч компьютер, то вот так. Джим, где мой донат? Понятия не имею, мне пока сегодня донатил только Эндрю. Про что я хотел сказать. Спасибо большое, что вы на канале, спасибо, что смотрите. Мы сейчас с вами обязательно обсудим вот этот весь вопрос после того, вопрос того, какой телефон, по моему мнению, стоит покупать моим подписчикам. Моим подписчикам вообще всем, мне кажется, можно идти покупать 11 Pro Max, потому что как-то, когда я спросил, у кого есть смарт-часы за сотку, я не буду называть какие, мне написало человек 20 потом в личку, что польза, ты что, оборзел, у нас у всех есть. Вот, но не об этом рассказ в первую очередь о том, что не забываем прожать лайк, если пришли и тема вам близка. Даже если вы смотрите стрим в записи, пока со стрима уходит меньше 50 человек, после стрима отписывается, я их буду сохранять на канале, можете потом как подкасты какие-то вот, не знаю, в каком-то смысле слушать. Многие слушают. Есть ли смысл покупать игровой телефон, когда игр по пальцам пересчитать можно? Валерий, единственное, для чего я использую для игры телефон, ну, кроме периодических вот таких пошаговых каких-то стратегий, это PUBG. То есть меня прет PUBG Mobile. Я не знаю, вчера включил, чтобы протестировать наушники, свой телефон Vivo V17 и тестировал я Baseus W09 Pro. W04, по-моему, Pro, который сегодня я выгружал обзор. Так вот, мне было, не знаю, в кайф побегать с молодежью, у которой нет, к сожалению, у большинства денег на то, чтобы купить стационар. У них есть эти компьютеры, не компьютеры, а телефоны по 8 тысяч, играют они мега круто. Baseus W04 Pro я тестировал. Так вот, и пообщаться, и поиграть, и вроде бы я только что читал какие-то статьи технические. В то же время бах, залез и играю уже. Если брать, допустим, тот же PUBG на компьютере, я до такой степени ужасно играю, что я играю там максимум первые 1,5 минуты, потом меня выносят. В PUBG Mobile все намного дольше и веселее, по моему, опять же, мнению. Плюс ты можешь лежать и играть, что ты не можешь делать ни с стационаром, ни с ноутбуком, ни с чем. В любой позе. Наверное, поэтому, если все сложится, завтра я заставлю свой разум пойти и купить Asus ROG 2, который я не буду никому советовать. Это глупость покупать телефон исключительно для игр, тем более для одной игры. Ну вот, я же все-таки как-то увлекаюсь блогингом, поэтому могу себе, наверное, позволить. Пока не уверен. По поводу игры я уже сказал. То есть единственное, где телефон реально может конкретным образом перегреться, это точнее не единственное, всего две вещи, по моему мнению. Первая — это игра. Вторая, ладно, три, это проигрывание МКВшных файлов. То есть если вы смотрите в 4К, но это отдельная история, фильмы смотреть в 4К на телефоне, это хардкор, это за гранью добра и зла.
И третий момент – это снимать в 4К. Вот съемка в 4К – это тонкая красная линия. Допустим, Vivo за 20-ник не умеет этого делать. В каком-то смысле это дичь. Почему? Потому что Redmi Note 8 Pro, который стоит 12-13 тысяч, это делать может, снимать в 4К. По поводу 4К хочу отметить, что когда телефон снимает в 4К, он конкретным образом перегревается. И есть реально телефоны, которые через 20-30 минут выводят вам сообщение, что, друзья, я больше работать не буду, потому что я перегрелся. И я их понимаю, эти телефоны, с одной стороны. С другой стороны, когда ты отдаешь за телефон 40 или по 1000 баксов иногда, там, за 60, видеть сообщение, что я перегрелся, как минимум неприятно. Так вот, возвращаясь к все-таки функциям телефона и игрушкам. Я против того, чтобы оценивать телефон из разряда игр. Потом, плюс Vivo V17, допустим, Vivo V17. Мы можем сделать любой ролик блогера и рассказать, что телефон супер. Но нужно четко понимать, что тот же Asphalt 9, он будет лагать на всех среднебюджетных устройствах. Я не знаю такие устройства, на которых люди с чистым сердцем скажут, допустим, на Redmi Note 8 Pro телефон не греется, и Asphalt вообще не лагает. Лагает. Какой именно Redmi? Redmi вот этот 10, который он у меня был на обзоре давным-давно. Я не понимаю, за что хотят, кстати, такие деньги. Возвращаясь к цене. Давайте все-таки, ладно, по поводу перегрева и по поводу процессора поговорим до конца. К чему это все? К тому, что все эти тесты, которые вы видите на экране ваших телефонов, либо компьютеров, когда вы смотрите обзоры для того, чтобы выбрать себе аппарат, они не имеют никакого практического отношения к делу. То есть в зависимости от того, каким образом вы планируете юзать ваше устройство, таким образом и нужно подбирать под себя телефон. Если вы собираетесь сделать ролики, снимать, лучше айфона никто ничего не придумал. Вот, друзья, если вы в прямом смысле рукожопы, как я, iPhone может вас вывести. Второй вариант, кто хорошо снимает, если вам интересно, это Huawei. Huawei прошлая версия, 20 Pro, 30 Pro, уверен, что 40 Pro, несмотря на то, что они написывают блогосфера, я надеюсь, когда-нибудь его куплю тоже, в руках не держал. Так вот, все это дело снимает отлично за вас. Яблоко снимает отлично за вас и Huawei. Дальше идут, по моему мнению, OnePlus, BBK, вот эта вся шобла вместе с Samsung. Какие бы вы не были богатые, если вы купите данные телефоны, по моему мнению, допустим, тестил я эти флагманы, не делал на них обзоров, потому что не вижу смысла, плюс еще боюсь, что канал заблочат. Но не в этом главная история. Главная история в том, что вот для этих телефонов, OnePlus, вся линейка BBK, это Vivo и т.д. и т.п. нужно уметь снимать. Что это значит? Это значит, что у вас руки вот не должны таким образом трястись, что вы примерно должны понимать, что такое монтаж и понимать, что, допустим, при плохой освещенности будет хоть как плохая картинка, потому что вывозят ее только яблочные девайсы. Так, чтобы из полного хлама сделать конфетку, вот они ее делают. Я не знаю, как даже семерка. Даже iPhone 7 серии делает неплохую картинку. Я на них не снимаю. Почему? Потому что все-таки для монтажа яблочных файлов, я считаю, нужно использовать MacBook. Очень правильно говорят некоторые каналы, которые в 3 раза, в 4 раза больше, чем я. Яблоко, iOS-система сделана так, что либо вы полностью переходите на нее вместе с телефоном, ноутбуком и компьютером и программами монтажа, либо сидите и радуетесь на андроиде, но здесь все примерно одно и то же. Притом все будет подлагивать, но яблочные девайсы могут вам дать максимум, только если будут пользоваться в купе друг с дружкой. Не забываем прожать лайк, друзья. Вас много, лайков мало. Ощущение, что совсем не полезный стрим. Вроде бы долго подбирал тему. И спрашивал, кстати, в телеграм-канале, который у нас есть. У нас это я говорю, потому что в первую очередь это канал моих подписчиков. Почти 1000 человек. Мата и хамства, как и на основном канале, в телеге нет. Рекламы там тоже нет, никаких ссылок. Добавляйтесь туда. Не забывайте, что там очень 3 классных модератора. Сами узнаете кто. Но главное с ними не ругаться. Забанят просто. Дальше, по поводу габаритов. Реально с габаритами сейчас проблема. То есть по поводу процессора я уже сказал свое мнение. Для игры смысла подбирать телефон нет, либо покупайте Asus ROG Strix 2, точнее Asus ROG Phone 2. Вот. Либо можете покупать яблочный девайс какой-нибудь топовый, там тоже с игрой проблем не будет, но цена у него космос, когда, допустим, Asus ROG сейчас китайский можно купить за 36 тысяч рублей, 11 Pro Max 96. Вот и думаете, 60 тысяч можно потратить на стационар.
Шпак, топ-10 наушников на канале есть, ТВС по звуку, можете посмотреть. Вот. По поводу автономности при серьезных задачах. Допустим, большинство телефонов средней ценовой категории уже вывозит стабильное использование в течение 6-7 часов. Будь то Vivo, будь то Redmi, который при этом перегревается. К Xiaomi-шным телефонам у меня вообще скептическое отношение в последнее время. Потому что, несмотря на то, что на канале я не особо часто про них рассказываю, много друзей моих знакомых покупают данные телефоны. Линейки 9, 9S, 9T, ну у них очень много косяков. То есть сказать, что они идеальны, точно не скажешь. И вот, ну вот у меня 10 получается, Mi 10, да, по-моему он. Потом, что у меня еще есть? 7 Redmi, 9 идет. Ну, в общем, несколько Xiaomi-шных телефонов, они в принципе все очень близки друг к другу. Они неплохие, но Xiaomi уже перестала быть супер выгодной конторой. Вот. До 25 тысяч рублей лучше по камере кто? Леонид, наверное, это пиксель, но он мне не дошел. Есть такая контора, как вы знаете, Google, они делают пиксели телефона, точнее пиксель 3. Вот пиксель 3 стоит около 25 тысяч рублей. А пиксель 2 стоит, наверное... ну сколько, наверное? Я его купил за 20-ку. Какой за 20-ку? За 15-ку, по-моему, даже дешевле. Потом расскажу, как только дойдет. И пиксели, конечно, вывозят. Прям, если у вас руки прямые, очень-очень хороши они. Каким телефоном подходят наушники, какие обновляются? По поводу экосистемы, правильно вы задали вопрос, задали. Допустим, есть у нас Huawei-вские уши. Допустим, FreeBuds 3, либо проводные FreeLace. И к чему я их положил? Потому что логично, что Huawei-вские уши будут играть лучше всего с Huawei-вскими телефонами. У них кодек свой, у Samsung Galaxy Buds свой кодек, у Vivo, Oppo и же с ними свой, у AirPods AAC-шный свой. И если вы планируете покупать какой-то девайс, всегда думайте, что к нему вы будете покупать аксессуары, будь то часы. Допустим, у Samsung хорошие часы умные, у Huawei хорошие умные часы, кстати. И Apple Watch не лучший в этом смысле, хотя я купил супруге Apple Watch 5, но опять же потому, что у нее есть iPhone. А так, соотношение цена-качество, наверное, лучше всего сейчас выпускают две фирмы, это Huawei и Samsung, не считая моих любимых Amazfit'ов. P20 Pro за 20-ку есть новые. Movsar, но это вообще великолепный вариант, я просто их не видел по 20. И нужно понимать, что это, конечно, такой уже старенький телефон. Mate 20 Pro топ, супер топ. Дальше, по поводу телефонов, по поводу материалов сказал, процессора сказал, Bluetooth. Понятно, что чем дешевле телефон, тем хуже там стоит модуль. Дешевле вот этот Qualcomm-овский чип 3020 меня уже достал. Сколько ему лет, кто напишет в комментариях, тот будет молодец. Ничего нового никто не придумает. Когда мы говорим, в ушах есть кодек AAC, но нет aptX, нужно четко понимать, что по AAC кодекам их 4 вида, и один ничуть не проигрывает кодеку aptX, которому уже сколько лет, 20. Так вот, возвращаясь все-таки к нашим баранам. По поводу цвета и внешнего вида я уже сказал. По поводу веса и габаритов тоже. Габариты, кстати, если вы не заметили, вот лежит чертова туча телефонов. И по большому счету они-то примерно одинаковые все по габаритам. Вы заметьте, что телефон за 10 тысяч, что телефон за 100 тысяч. Все примерно одно и то же. То есть вот такая золотая середина у производителей была выбрана не зря. Они пользуются максимальным спросом. Если вы хотите маленький телефончик, логично, что это либо 5-й iPhone, либо SE 2, который сейчас выйдет, точнее, да, SE 2, либо, что у нас, Samsung выпускают 10E, маленькие. Так вот, к сожалению или к счастью, маленьких телефонов не так много, как кажется. Почему? Потому что основа, где используются телефоны. Ролики вы смотрите на YouTube, логично, что вам маленький вот этот телефончик ни к селу, ни к городу. Это мазохизм. Плюс с вас особо много денег не вырвешь, если будешь продавать такой вот масючечный телефон по цене 100 тысяч рублей. Любой покупатель скажет, почему я должен столько отдавать. Понятно, здесь тут ЖК, какой-то экран и т.д. и т.п. А согласно технологии сделать процессор меньше по размеру, теплоотведение, экран меньше, но, допустим, с большей плотностью пикселей, чтобы ярче картинка была. В общем, проще говоря, маленькие телефоны невыгодно делать. И поэтому их довольно мало. И только крупные бренды могут себе позволить делать маленькие телефоны. Не забываем прожать лайк за труды.
И написать обязательно в комментариях, что еще купить для обзора, потому что я реально по вашим просьбам-советам покупаю девайсы. Девайсов очень много, несмотря на вирус я работаю, почта у меня работает, приходит очень много всего. Поэтому вот так. Какие наушники с какими телефонами обновляются без проблем? Опять же, наушники, которые обновляют кодеки, их не так много. Допустим, как я знаю, AirPods Pro обновляется по тихой сапе, то есть с яблочными телефонами они сами обновляют свою прошивку. Кто еще у меня обновлялся? Meizu Pop нужно было обновлять. Проще говоря, если у вас телефон той же фирмы, что и наушники, вполне возможно, вы даже не узнаете о том, что он обновляется. Те же Huawei FreeLace, по-моему, через программу тоже обновляются. Почему здесь нет никаких телефонов из разряда Oppo, Realme и же с ними? Допустим, Vivo, может быть, я расскажу о X3. Это телефон, который на данный момент стоит 60 тысяч. Я пока не понимаю за что, но мне очень интересно, потому что все его хвалят. Этот нож мне нельзя рекламировать или рассказывать о нем. Хороший нож. Я им в прошлый раз распаковывал просто посылку, и многие спрашивали. Qbot — крупный бренд. Не знаю, он часто попадается мне на Алиэкспрессе, но не видел, чтобы мои знакомые его покупали, сформулирую так. Есть ли на обновление на наушники Xiaomi Redmi AirDots? Нет. По поводу обновлений дешевых наушников, вот, допустим, ушки за 1000 рублей, я на 1,000,000,000% уверен, что они не обновляются, хотя, опять же, я могу ошибаться. Можете меня поправить сейчас на стриме в комментариях, но 99% что зачем выпускать производителю прошивки? Опять же, когда мы покупаем какие-то дешевые девайсы, вы четко должны понимать, что если яблочные признали официально, что они каждый раз, выпуская новую прошивку, затормаживают старый аппарат. Как это не сделать, я не знаю. То есть, с одной стороны, может быть, точнее, логично, что это маркетинг, чтобы вы покупали новые телефоны. С другой стороны, логично, что та же винда требует все больше гигабайт оперативной памяти, что все лучше процессор, потому что добавляются новые функции, оптимизируется все под новые технологии, и ничего в этом удивительного. Вот то же самое с наушниками, но за 1000 рублей, когда вы покупаете те же Halo GT, за 1500, либо Базеусы, какая там прошивка, убейте меня нежно тут. Я вообще не понимаю, как можно, допустим, за те же 20 с лишним баксов, вот как эти ушки, Базеус 04 Pro, вот, которую я сегодня обозревал. Мужики, да там есть даже девушки тоже, дамы. Там даже беспроводная зарядка есть у кейса. Но это, конечно, с одной стороны дичь, с другой стороны это факт. То есть кейс может от Type-C заряжаться, там есть беспроводная зарядка, абсолютно адекватный пластик, адекватный внешний вид. И да, сейчас делают вот реально девайсы по $26 до 30 баксов, более чем адекватные. При том, что, допустим, вот это 250, вот это 20. Понятно, прошки лучше. Но по большому счету и то играет, и это играет. И особо большое количество людей, которые услышат разницу, их не так и много. И не так много мест, в которых вы ее услышите. Понятно, что нам всем хочется хлопать в ладоши и говорить: я супер меломан, я понимаю разницу. Это как сомелье дают разные вина, и очень часто, если вы посмотрите журналы по поводу того, какие вина на данный момент самые лучшие и самые дорогие, вы удивитесь, что в первой пятерке стабильно 2-3 бутылки вина по $2. Вот оно де-факто. Потому что люди встают, и им не говорят, что за вино, они начинают пробовать. И то же самое со звуком. Когда я, вы, допустим, если делаете ролики, вы обозреваете что-то и говорите: вот это супер звучание, как я сделал топ-10 наушников для себя, опять же, согласно тех девайсов, с которыми я использую, и то, что я слушаю. Вот 3 года я слушаю беспроводные наушники, 300 пар у меня было. Да, я сейчас слышу, что прошки звучат лучше всех. Для меня, опять же. Но если бы у меня не было этих 3 лет, не было 300 пар этих девайсов, убейте меня. Для меня бы было это очень все близко, прям очень близко. Если Huawei фрибацы, допустим, тестировать с тем же Vivo, а потом с Huawei, любым телефоном более-менее премиального класса, допустим, P20 Pro стареньким флагманом, вы услышите просто космическую разницу. Если прошки юзать с яблочным телефоном, либо, допустим, с Redmi, для Redmi телефона наушники за 20 тысяч брать просто нецелесообразно. Вы, во-первых, не услышите разницы никакой, что, допустим, Базеусы, что Redmi. Ладно, с Базеусами услышите, черт знает, с чем вы не услышите. С Halo GT1, окей. Halo GT1 стоит $20. Так вот, если вы затестите Redmi Note 8 Pro с Halo GT1 и с AirPods Pro за 21 тысячу рублей,
а те 2000 рублей, полторы, вы разницы не услышите. 99,9 в периоде, если вы не какой-то там супер, конечно, музыкант. При том, что чаще всего я, когда смотрю комментарии к тем же наушникам, вы посмотрите по поводу базеусов. Там есть на Алишке много продавцов. Вот там, где больше всего продаж, очень интересные комментарии. Там чуваки пишут, американцы, допустим, и англичане. На английском, если вы прочитаете, потому что корявый достаточный перевод, что они были просто в шоке после тех же битсов, какие классные наушники могут выпускать китайские фирмы. То есть, если не брать Благосферу, вот нашу любимую российскую, и заползти просто тупо на Алиэкспресс, либо на Amazon, вы узнаете очень много нового о данных девайсах, притом чаще всего хорошего. Hello GT1 очень компактный, да, Movsar, как и GT2 и GT Pro. Вот. Дальше, по поводу все-таки телефонов, возвращаясь к каким-то обычным и обыденным вещам. Если вы выбираете себе телефон и вы из разряда людей, у которых реально есть чуть-чуть лишних денег, обязательно обращайте внимание на беспроводную зарядку. Почему? Потому что, это вещь. То есть, допустим, недавно у меня был стерилизатор на обзоре, сейчас покажу какой. Это не его реклама, потому что вы можете купить любой стерилизатор, на Алишке их море, можете вообще стерилизаторы не покупать. Но к чему это? Вот лежит такая у вас коробочка, допустим. Вы пришли и просто сразу кинули туда телефон сверху и наушники, и они у вас заряжаются. Вам не нужно думать о том, что нужно их воткнуть куда-то. И это мега удобно, это нереально удобно просто. Что наушники, что часы. То есть беспроводная зарядка, да, возможно, она занимает там 2-3 часа, но вы же приходите домой, вы не юзаете постоянно телефон. Может, вы и юзаете, но это как минимум странно. Вот, чаще всего вы просто кидаете его куда-то, включили в фоне, допустим, те же наушники, ходите по дому и слушаете данный свой девайс. Так вот, беспроводная зарядка – это вещь. Дальше я считаю, что нужно, конечно же, обращать внимание на кабеля. То есть, если у вас не Type-C, здесь, по-моему, даже здесь, в кнопочном телефоне, заметьте, здесь стоит Type-C. Почему? Потому что все остальное это либо Lightning, у которого просто космическая цена, и я не знаю, зачем они это делают, но вот делают яблочные эти штуки, и черт с ними. То есть, по-любому, либо как минимум Type-C-шная зарядка должна быть у телефона, и как второй минимум, если у вас есть денежка, то беспроводная зарядка. Без этого дела все-таки все это довольно неприятно будет. Не третий, уже черт знает какой момент, это, наверное, для меня, опять же, для меня, это понимание того, нужна вам видеосъемка или фотосъемка. Понятно, что вы девайс покупаете для всегда. Это основная фишка, на что сейчас делают все производители упор, это для съемки. Притом очень часто люди не понимают, что даже в Инстаграме, не говоря уже о Ютьюбе, все сжимается до такой степени, что вот эти ваши все 4К съемки, они абсолютно бесполезны. И по большому счету, какой бы вы телефон ни взяли, если у вас прямые ручки, вы снимете более чем неплохой контент. И даже если не контент, а для себя, понятно, что для фотографий тот же Redmi Note 7 это уже как бы дичь. Лучше, конечно, что-то серьезнее покупать. Но, допустим, если вы даже придете в магазин, вы возьмете Vivo, они по мне темнят. То есть большинство говорят, что они слишком светлые фотки делают, для меня слишком темные. Вы можете прямо в магазе взять несколько телефонов и сфотографировать один и тот же объект. И вы увидите, как вот этот искусственный интеллект, как камеры работают, как быстро это все происходит. Желательно, конечно же, на максималках все выкручивать до беспредела, что разрешение картинки, что какие-то другие условия. То есть делайте все, чтобы имитировать вашу обычную деятельность. И понимайте, что чаще всего, допустим, для той же фотографии нужен телефон, чтобы ты его достал и сразу сфотографировал. То есть он не должен ни секунды тормозить. 3-5 секунд для фотки – это уже критично. То же самое для маленьких каких-то роликов, если вам необходимо будет что-то доснимать. По поводу стабилизации я к ней скептически отношусь. Почему? Потому что какая бы ни была стабилизация, как только вы ее включаете, картинка начинает становиться пиксельной. То есть я не встречал девайсов, в которые вы включаете стабилизацию, и она работает, потом сохраняя качество. Не сохраняет качество она. Ибрахим, как много слов. Для этого стриму нужен, чтобы разговаривать. Правильно? Так вот, если вы планируете покупать телефон для фотографий, тестировать прямо в салоне, проблем никаких. Берете и тестируете.
Если вы гик и сейчас начнете читать 4 PDA по поводу того, какой лучший телефон для фотографии взять, не забывайте, что по большому счету лучшая программа для фотографии это какая? Google камера. Так вот, Google камера лучше всего где стоит? Логично, что в пикселе. Так вот, почему у нас Google Pixel нет в продаже, допустим, в России? Потому что рынок слишком маленький, и денежек у нас слишком мало для того, чтобы нас завоевывать. Это не шутки, ну, лично мое мнение как раз такое. А в той же USA, если вы посмотрите по количеству продаж и по тому, насколько много этих телефонов, даже бэушных, продается на eBay, вы очень сильно удивитесь. Во-первых, они в больших количествах представлены там. Во-вторых, отзывы на Амазоне крайне лестные. То есть, проще говоря, если вам нужна фотография и вы в чем-то разбираетесь, лучше купить пиксель. Если вам нужна фотография и вы не разбираетесь вообще ни в чем, вы покупаете iPhone 7, допустим, либо уже дальше по линейке смотрите. То же самое с айфонами, просто идеальные фотографии, без особых проблем. Он думает за вас. Если брать селфи, вот здесь я, допустим, столкнулся с такой штукой, что на большинстве телефонах нет улучшалок, прям вот, чтобы совсем много, можете меня опять же поправить. Есть чуть-чуть улучшалок. Вот у Vivo, я не знаю, как в X3, есть такая фронтальная камера, после которой, мне кажется, любая камера айфона без каких-то доп. Программ покажется детской шалостью. То есть, если вам необходима селфи-камера, ее тестировать даже в магазине логично еще проще, очень сильно обращайте внимание на то, какие улучшалки там есть и как удобно ими вам конкретно пользоваться. Плюс, насколько они быстро работают. По поводу камер сказал, никогда не смотрите на цифры. То есть количество мегапикселей абсолютно не отражает качество картинки. Если, допустим, те же 48 мегапикселей брать у Redmi Note 7 и у Vivo, это небо и земля. Вроде бы 48 мегапикселей. Эти 108 мегапикселей у мишных 10-го телефона это абсолютная лабутень. То есть циферка и циферка. Он намного хуже снимает, чем Huawei-овский P20 Pro, и намного хуже снимает и видео тоже, чем OnePlus 7T Pro. Опять же, по моему мнению, я снимаю все-таки какие-никакие, но обзоры. По поводу обмана с чипом Mediatek. Чип Mediatek это лютое днище, опять же, по моему мнению. Я никому его не советую. Я не верю, что он может нормально у кого-то работать, потому что все девайсы, которые у меня были на Mediatek, они люто греются, люто тормозят, и то, что они научились в Antutu выбивать какие-то космические цифры, ну молодцы, окей, но от этого телефона лучше не становится. Стоит ли покупать Realme C3 расчетом на 5 лет? Однозначно нет, он у вас умрет раньше. Вообще я телефон бы не покупал с расчетом на 5 лет, 3 года, окей? Потому что аккумуляторы не вечны, вы его покоцаете, через 3 года вы сами захотите его выбросить. Хотя не факт, если, допустим, тот же iPhone, он может и 5 лет прожить. Это, опять же, с другой стороны, за цену iPhone, за 100 тысяч рублей вы можете купить себе 4 старых флагмана и покупать вот каждый раз старенький флагман. Просто старенький в плане морально устаревший. Выбираю между пикселем и айфоном. Нужна долгая поддержка аппарата, что посоветуешь? Мэтт, между пикселем и айфоном я бы однозначно выбрал пиксель, потому что вы можете купить самый топовый пиксель за полтинник и за 50 тысяч купить себе неплохой ноутбук, либо стационар. А если вы купите за 100 тысяч iPhone, ну окей, не знаю, смысл. Фишек все равно больше в пикселе. Я не верю всем этим тестам. Опять же, для прямых рук лучше пиксель. Если вы не уверены, что у вас руки прямые, лучше iPhone. Вот проще так. Долгая поддержка это еще OnePlus. Ну, OnePlus это такая тоже штука. Неизвестно, что с ним завтра будет. Сегодня он меня нереально радует. Что будет завтра с ним, посмотрим. Redmi Note 7 стоит менять на Redmi Note 9? Есть весомая разница. Сергей, по мне нет. Я бы вообще подобные телефоны не рассматривал к покупке. Вы лучше накопите чуть-чуть и купите себе более-менее приличный аппарат. Я думаю, если вы зайдете в телегу к нам, многие вам посоветуют много чего, потому что вот эта вся ниша из разряда «я отдам 10 тысяч рублей и черт с ним, а завтра все будет в огне». Завтра у вас начнется психоз, дергаться левый глаз, правый глаз, и потом вы рано или поздно добавите те же, вот сейчас вы планируете 3000 и купить девятку. Вот, ну а ради чего? Добавьте еще парочку. Можно пиксель второй купить за 12, кстати, и он будет точно не хуже, чем Redmi. Что думаешь по поводу Mi 10? Руслан, у меня есть обзор на него, думаю, ничего хорошего. Часики на руке это Xiaomi Mi обычные.
Абсолютно, полукварц, ну, в общем, а-ля гибриды. Много у меня всяких гибридов было, кстати, еще, наверное, часов, двое часов у меня, по-моему, есть, на который обзор я так еще и не выгрузил. Привет, QC T5 лучше будут, чем FlyPod Slide? Ну, так и должно быть. Нет, у QC T5 не будет намного лучше звук, чем у FlyPod Slide. Единственное, там будет они будут постабильнее. Чтобы вы понимали, у вас всегда будут наушники даже за 10 тысяч рублей на уровне ушей за 1000 проводных. Вот примерно так. Может быть, полторы. Здоровенько, привет. Ремешок красивый. Ну, стоковый. Дальше, что бы я еще хотел сказать по поводу телефонов. С фирмами я уже рассказал, что по большому счету все очень близко. Почему вообще эту тему поднял? Потому что недавно я зашел в связной и попытался найти себе один телефон, не буду говорить какой, потому что я вот и думал, что вот я куплю все-таки телефон где-то в Российской Федерации. И нет, я не куплю себе телефон в Российской Федерации. Цены, которые у нас в магазинах, это не просто лютотень, это какой-то бред. Почему? Потому что мало того, что они продают хламантин, в основном что-то достойное, в принципе, оно не стоит у вас перед лицом. Во-вторых, накидывают они такие цифры, там 25% стоимости относительно Алишки. То есть вы завтра заказываете на Али, платите даже пошлину, то есть даже черт с ним с пошлиной. И в итоге у вас получается аппарат дешевле на 20-ку. При том, что те же 1000 рублей вы можете заплатить за гарантию на год гарантии, допустим, в Российской Федерации. И она будет точно не хуже, она будет точно такой же, как в том же связном, Эльдорадо, МВидео, еще чем-то подобном. Думаешь, M9T Pro или Redmi K30? Вообще понятия не имею. Оптимист. Выбирай любое. Лучшая селфи-камера. iPhone. Мое мнение. Наверное, iPhone. Либо второй вариант, это у Самсов она неплохая, но там настройки прям мучиться можно долго. Не знаю, по мне iPhone. Самая тупая и лучшая селфи. Какое твое мнение на тему, что телефоны стали люто дорого стоить? Например, тот же Xiaomi Mi 10, Huawei P40 и так далее. Мысли по поводу OnePlus 8, думается, что будет не сильно востребован. Опять же, вы должны понимать, сейчас конкуренция довольно высокая, но между флагманами. И технологии, которые они используют, они точно не дешевые. И всегда телефоны стоили, в принципе, дорого. А когда есть люди, готовые их покупать, почему флагманы не делать ультра дорогими? iPhone же делает, и у них покупают, и у этих будут покупать. Дальше. По поводу P40, у них, примерно всегда так было. Вот чтобы Xiaomi дорого стоило, это они делают крайне неразумно. Я бы не брал Xiaomi задорого однозначно. У тебя обзор был на Note 10, я говорю про Mi 10. Руслан, за 50 тысяч за Xiaomi я бы однозначно никогда бы не отдал. Вот. Xiaomi 8 Note Pro, нормальный телефон. One у меня был и стрим, и обзор на него. Я так не особо думаю. Он греется сильно. Как дела с пошлиной? Хочу заказать OnePlus 7T. Пошлина будет. Мавсар, все зависит от того, насколько вы готовы рискнуть. То есть, допустим, я не платил пошлину ни разу. Ни разу. Но я не призываю вас обманывать государство. Почему? Потому что у вас просто могут изъять данный аппарат, а так можно и договориться, чтобы вас и бесплатно типа послали гифт. Но если потеряют, это будет гифт, и никогда деньги вы не вернете. Витвок, спасибо большое за поддержку. Саня, про телефоны термонормалек, а что взять как второй телефон из серии кнопочных? Xiaomi, вот этот S1, по-моему, неплохой. Но опять же вопрос, сколько ты готов потратить на это денег. У Nokia прикольные телефоны кнопочные есть сейчас. Слышал про новенькие бюджетные часы от Xiaomi? Да, заказал. Realme или Redmi, по-моему, часы. Приветствую, хочу купить телефон, нужна хорошая производительность и камера. Выбор между Xiaomi Redmi Note 8 и 7. Вы ни того, ни другого там не получите. Владимир, привет. Какой телефон можешь посоветовать? Не камерафон, ибо криворукий, но все же что-то снимать с норм производительностью, автономностью, функциями. Ну вот у вас есть Note 8, и ходите с ним, либо напишите, сколько должно это дело стоить. Модель ножа, я думаю, вам подскажут без меня. И бренд тоже. Сейчас по-любому есть люди, которые на обзоре сейчас знают, что это за бренд. Что за модель Bitwalk? Посоветую наушники до $20 с шнурком ТВС КЗ Xiaomi. ТВС шнурком
Базеусы Витволк, любые базеусы, у них великолепный просто микрофон. Я не знаю, что они там за эти 10 центов засовывают туда, там у них обычно шнурки стоят около 1000 рублей. Просто помониторите цены. У QCY неплохие шнурки, но я советую любые из базеусов, мне там очень микрофоны понравились. Nokia 2720 за 4К норм, наверное. Привет, Польза.ком, привет, Михаил. Почему вы делаете обзор на Samsung топ-серии, например, Note 10 Plus? Рума Гейм открытым текстом, не особо хочу, чтобы меня забанили, еще плюс это не дешево. То есть купить себе Note 10 Plus для того, чтобы что? Чтобы рассказать, что он не очень хороший. Я говорю, я сейчас куплю себе топовый телефон, но не готов отдать столько. Так, мы привыкли к тому, что дешевый Xiaomi топ, тут получается, что против своей же идеологии. Да Xiaomi вообще дичь толкает. Я не понимаю, как можно за такие деньги аппараты выпускать. Им. Они не Huawei, у них в лаборатории не несколько тысяч человек работает. Я, конечно, за них топлю, но посмотрите, у них разработок практически нет. Да, они нормально тырят, да, они нормально копируют, но не 50 тысяч. Какой телефон купить ребенку, YouTube смотреть маленькому? Михаил, не боитесь, что он у него зрение сядет, а также какой-нибудь старенький iPhone я бы взял. Григорьев говорит, Realme 6 Pro новый король. Realme Poversion, Redmi Poversion, Алекс, ну он может что угодно говорить, ему могут послать и Realme, потом Vivo, потом послать Samsung. Главное, чтобы перевод, чем больше перевод, тем лучше телефон. Наруто, привет, привет. Я говорю, мораль этого стрима, наверное, нас уже 160 человек, не забываем прожать лайк. В первую очередь в том, что я сейчас пытаюсь донести телефоны, они все очень близки. У меня нет, к сожалению, возможности по поводу телефонов так хлопать в ладоши и кричать, вот это аппарат, учитывая их стоимость. Друзья, ну они стоят космос, они стоят не по 5000 рублей, не по 10, они стоят по 10, по 20, по 100 тысяч рублей. Они должны быть такими очумевшими. Логично, что телефон за 100 тысяч будет лучше телефона, чем за 15. Но не всегда телефон за 15 тысяч будет хуже, чем телефон за 25. Вот в чем проблема. А насчет топов, опять же, да, ну, как мне часто пишут, как ты после флагманов можешь тестировать вот такие вещи. Очень тяжело после флагманов тестировать подобные телефоны из разряда Redmi 7. Redmi Note 7 я бы никогда не брал, если бы я знал, до какой степени он будет тормозить, но это моя вина. На 4 гигабах оперативки я уверен, что Redmi Note 7 тормозит в разы меньше. По поводу писанины, когда люди начинают топить, что у тебя китайская версия. Друзья, но китайская версия телефона-то китайские. Ничего плохого, если вы будете покупать китайскую версию и перепрошивать ее на глобал, не будет. Можете с этой китайской версии, если вам NFC не нужно, находить. И проблем от этого точно не будет. Поверьте мне, китайцы под себя с 2-миллиардным рынком не будут делать хлам. Во-первых. Во-вторых, они делают-то там. То есть они делают для себя телефоны. Сделай обзор Motorola Verve Buds 300. Алекс, вы понимаете, что Motorola это Lenovo, а Lenovo это хламантина. Motorola Verve Buds 400 был таким шлаком, можете посмотреть обзор на канале, что я боюсь представить, что они еще могут выпустить. Ребят, подписывайтесь на телегу. Model Party дошел, привет. Убери маленькое холодное оружие, может вас смотрят маленькие дети. Окей, я буду вертеть линейку. Привет, что взять до 25 тысяч эксорка? Я бы взял Pixel 3. Зайдите в телегу, вам там очень много всего могут посоветовать. Я говорю, 25 тысяч это такая сумма, понимаете, тут еще чуть-чуть добавить, и у тебя супер флагман. Из разряда за 30-ку можно ROG 2 взять, чтобы играть, допустим. А если чуть-чуть меньше, допустим, у вас 15 тысяч, то тут все просто. Redmi Note 8 Pro я бы взял. Вот так. Добрый день, такой вопрос не взял, поэтому лучше зайдите в телегу и опишите, что вам необходимо от телефона, потому что 25 тысяч уже неплохая цена. Телефон до 100 долларов, Филь, не посоветую. Но это кнопочный, либо это какой-то Китай из разряда того, что сегодня вспоминали. Я такие пока не тестил. Привет, что скажешь о Redmi? Вот Redmi, у Redmi есть телефон. Redmi Note 7 у меня был обзор Rex, он неплохо набрал просмотров, посмотри, вот там мое мнение. За свои деньги, за те деньги, которые он требовал, чтобы мы за него заплатили, как только он вышел, это был просто топовый телефон. Сейчас это уже не топовый телефон, за те деньги, которые за него просят, уже есть и восьмерка, 8, точнее Redmi Note 7, девятка точнее, Redmi 9, стоит 13 тысяч рублей, стоил. Я вчера не успел купить, сейчас он уже опять 15. Кто-нибудь заказывал посылки с Али? Доходит ли? Артем, ты можешь зайти в телегу, написать мне лично, я тебе скрин сделаю, что мне реально каждый день приходят посылки.
Да, где-то каждая десятая не приходит, но у меня и до этого также не приходили они. Что думаешь насчет продавца Wiser, насчет модели B7? Сам продавец Wiser ужасный, модель B7 я давно заказал, продавец у нее еще больше очень-очень-очень плохой человек. Не знаю, сколько у меня не было брака с Wiser, сколько у меня не было по нему вопросов. Этот чувак понимает только споры на Али, чтобы с него сдирали деньги и все. То есть он неадекватен по моим меркам и по меркам тех, кто пишет там комментарии у него в магазине. Дальше. Александр, включи чат. Вообще-то... извините. Опять включились интересные сообщения по какой-то причине. Не виноват. Дальше. Скажи телефон до 10 тысяч рублей. До десятки. Ну, семерка, Redmi Note 7. Может быть, Realme что-то. Вот говорю, из супербюджетного мне пока ничего интересного не попадалось. Стоит ли брать Mi 9T, он 21 тысячу или что-то можно до 25? Himax, еще раз говорю, вот если у вас сумма начинает от 15 тысяч рублей, лучше зайдите в телегу, опишите ситуацию, то есть чем вы пользовались. Что вам необходимо, вы хотите играть, снимать ролики, еще что-то. У вас сумма, которая не подразумевает, что у вас телефон будет супер универсальный. То есть, если вы купите последний iPhone, последний Pixel, Huawei P40 Pro, да, вы можете делать что угодно. Когда у тебя 25 тысяч, либо ты получаешь одно, либо второе, либо третье. И это первое, второе и третье нужно описать в первую очередь, чтобы вам могли посоветовать. Посылки доходят, бывают, заезжают до 1,5 месяцев. Камрад, мне и до этого 2 месяца иногда приходили. Я пишу игнор, Model Party, никакого игнора нет, пока не вижу. Привет, ссылка на телегу рабочая. Рабочая, там через что-то надо заходить. Они же банят, если вы из России. У нас же он не работает, типа, Telegram. Почему стримы и видео не снимаешь на iPhone 11? Неужели там камера хуже, камера? Дмитрий, я уже говорил, в чем проблема. Если бы у меня был MacBook, то да, я бы, наверное, снимал на iPhone. Но у меня Windows, и поэтому мне удобнее так. Спасибо, если не ты, мне бы это не купил. Хорошо. Подскажи телефон с хорошим экраном и автономностью из Huawei желательно. P40 Pro, P30 Pro, P20 Pro. Что лучше до 9 тысяч рублей? Realme, Redmi, смотрите там. Я находил Redmi Note 8 за 9500, но Redmi Note 7 надежнее. Ненадежнее он. Redmi Note 8 Pro поищите. Подскажи маленький телефон до 20-ки. Кирилл, тут либо iPhone 7, он, по-моему, новый, можно его за 20-ку купить. Либо, смотрите, погортаешь чат потом, может быть. Mi A2 Lite не успею. Окей, Киллер Геймер. Окей. Я говорю, я сейчас буду начинать покупать телефоны, потому что когда я покупал наушники по 10-20 тысяч рублей, во-первых, я уже, мне кажется, смог пообозревать все, что мне интересно, и теперь, наверное, буду покупать телефоны. Вот. Я понимаю, что это не совсем то поле, на котором бы я хотел быть, но, скорее всего, вот так оно и будет с каналом. Буду и об этом тоже рассказывать. Почему? Потому что в ушах я уже собаку съела, а телефоном мне все еще интересно. Я хочу сформировать как-то мнение получше, чтобы отвечать вам по поводу 10-12 тысяч. Я могу вам сказать так. Я на eBay купил за 12 тысяч Pixel 2. И я уверен, что он будет топовым. Скоро расскажу, потому что он уже в Москве. Но идет он нереально долго. И как бы я не знаю, что с ним. Он восстановленный. Привет, как считаешь, Redmi Note 8 сильно от Pro версии отличается? Считаю, да. GT1 Pro, те, что GT1, только с большей батареей в кейсе. Уши good, у меня GT1 устраивают полностью. Xiaomi Mi 9T Pro, Сергей, нужны ТВС наушники, автономность около 5 часов, затычки, сенсорное управление и Type-C. Посмотрите Halo GT2. Вот. Дальше, Роман. Что у Vivo и Realme со звонилкой? Интересует запись звонков, фото на входящие и исходящие на весь экран. А то взял Xiaomi Mi 9T Pro и офигел от такого, какая плохая звонилка. Роман, мы такие слова не используем, ничего личного, здесь много детей. Несмотря на то, что основная масса, конечно, людей, которые меня смотрят, они взрослые уже, и статистику я всегда готов всем показать. Телефоны не продают, Дмитрий Бен. А по поводу Model Party, не удаляй такие сообщения, я правильно их читаю так. По поводу все-таки данных вот таких специфичных вопросов обязательно пишите в телеге, либо ВКонтакте, потому что сейчас я вам сходу, меня, допустим, этот вопрос не интересовал, я не отвечу.
Кирилл, докинь 10 тысяч и купи Samsung на снапе. Артем, вот это хороший совет про S10e. Слышал очень много хорошего. Хотя к Samsung негативно в принципе отношусь. Какой телефон до 20 тысяч посоветуешь преимущественно для фото? На основную камеру сейчас рассматриваю P40 Lite. Нож от берлоги. Да, есть. В продаже есть. И Huawei это хороший вариант. Мое мнение. Вне системы. Уши Xiaomi Air Lite будут на обзоре? Я не знаю, что это такое. По-моему, у меня все Xiaomi-шные наушники были на обзорах. Вот, посмотрите, пожалуйста. У меня было больше сотни обзоров на ТВС, не считая стримовских обзоров. По поводу наушников ТВС, Oppo Free или сегодняшние Baseus. Однозначно Oppo Free. Baseus рядом не валялись по звучанию. И по удобству напоминаю, что Oppo это BBK. BBK вообще не понимаю, откуда в моей жизни появилось. Это кто-то, вот первый человек начал топить, чтобы я покупал Vivo TVS. Я с горящими слезами купил за 12 тысяч наушники. И дальше понял, что BBK может делать вещи хорошие. Вот они, опповские ушки с накладками, которые можно менять. То есть это и вкладыши, и затычки. А-ля гибриды, а-ля AirPods Pro. Ну, понятно, что абсолютно разный форм-фактор, но смысл один и тот же. Вываливаться из ушей не будет. Так, дальше. Сколько тебе оперативной памяти на компьютере? У меня оперативки на компьютере 32 гектара, мне пока хватает. Но нужно четко понимать, что вы видите формат моих обзоров. Я не добавляю туда графику принципиально и не добавляю туда принципиально вставки для юмора. Почему? Я понимаю, что часть молодежи от меня это отворачивает. С другой стороны, я делаю максимально сжатые ролики. И если вы привыкнете к такому роду обзоров, я думаю, вы будете меня смотреть, потому что это удобно. Пришел, за 5 минут узнал все, что нужно о девайсе и ушел. Правильно? Топ-5 худших фирм смартфонов, пожалуйста. Для меня Samsung, однозначно. Для меня это Sony. Я не понимаю их телефона вообще. Третий. Xiaomi то, что сделала со своими топовыми телефонами, потому что то, сколько они требуют за флагманы, это дичь. И, наверное, пока сейчас ничего не добавлю, потому что китайский хлам я пока не тестил. Дальше. Висетек онлайн-стор хороший. Георгий, я вам даю слово, что я понятия не имею, какие хорошие продавцы или плохие на Алиэкспрессе. Чтобы вы не разочаровались в продавце, вам необходимо всего одно. Это всегда распакованные посылки смотреть на... Точнее, не смотреть, а при вскрытии обязательно эти посылки снимать на видео. Если вы будете снимать на видео те посылки, которые вы вскрываете, никаких проблем у вас не будет в принципе. То есть, будет у вас какой-то дурачок-продавец, который вас попытался обмануть. Во-первых, вон Али оштрафует Эгегей как? Во-вторых, помимо того, что Алиэкспресс его оштрафует, вам вернут деньги. Мне очень часто возвращают средства, никаких проблем с Алиэкспрессом я не вижу. Я понимаю, что на eBay еще проще, особенно PayPal-овские средства возвращать, но в то же время с Алишкой все довольно просто тоже. Почему ты так ненавидишь Samsung? Runa Game, потому что я убил 2 телефона, и супруга 1 телефон от Samsung. Они делают их одноразовыми. Я не знаю, как вам объяснить. P20 Pro у меня падал, наверное, раз 150 за период использования. Семерка у жены летала от ребенка и гигей как. И вот все эти телефоны, они пережили какие-то падения. Я не знаю, то ли я так использую, то ли... мне кажется, что у всех они иногда падают, у всех какие-то проблемы с ними есть. Samsung, во-первых, очень много хотят за свои телефоны. Они не стоят по железу того, что они туда пихают. У них ужасные наушники. Вот эти линейка Galaxy Buds это днище позорное. И я считаю, что так как они пытаются делать деньги на ушах, так как они пытаются делать деньги на бренде, так как они позиционируют свой продукт, вот то, что они пытаются пихать пользователям, посмотрите даже на их топовые штучки. Это дно. Еще вам очень сложно в русском сегменте найти на них откровенный хейт, потому что они людей банят. И я видел блогеров, которые банят Samsung. А если вы откроете американский YouTube или английский, вы очень сильно удивитесь, там намного все открытий. И на Амазоне вообще много всего прочитаете про Sams. Sams дно. Мое мнение, опять же, вряд ли оно поменяется. Даже дело не в том, насколько я вырасту, стану ли с ними дружить, еще что-то. Может быть, они как-то поменяются, но то, что они сейчас требуют, сколько они требуют сейчас за свои аппараты, они не яблоко, чтобы так требовать денег.
Вот и все. Посоветуйте увлажнитель. У меня был квадратный такой, квадратная мойка Xiaomi-шная. Я им до сих пор пользуюсь. И он меня очень сильно радует, часто мелькает в моих обзорах. Советую его. Квадратная. Ее очень просто мыть, на нее просто заливать. Обзор был на канале. В России очень дешево можно его купить сейчас. Стоит ли брать на Али OnePlus 7T Pro? Юсуфбек, я не стал бы рисковать. Я бы купил в Москве. Хочу заказать с Али восстановленный Pixel 2. Росим намного дешевле Pixel 2 купить на eBay. Росим, и стоит ли, я вам расскажу, когда он мне придет, потому что я уже такой заказал. Когда обзор респираторов Xiaomi? Андрей, дело в том, что на детский респиратор-взрослый я показал респиратор, и как-то он не особо зашел. Может быть, как-нибудь на днях, на следующей неделе, может быть. Есть еще два респиратора Xiaomi-шных хороших, дорогих. О них я расскажу чуть позже. Но опять же, чтобы вы понимали, все эти мои рассказы по поводу респиратора, санитайзера, еще что-то, они не спасут вас от вируса. От вируса спасет только самоизоляция, это ЧК. Все остальное это лабутень. Хоть в языка ходите, хоть в L1, хоть в чем. А что сыну 7 лет, планшет или хороший телефон для игр? Лучше купите ему iPad. Вот и все. Вот и все, если заботьтесь о его зрении. Мое мнение. Почему все так любят Pixel? Только из-за камеры. Стоит ли его покупать, если камера не важна? Артем из-за камеры не стоит. Дальше, есть ли качественные аккумуляторы для Xiaomi, где купить? Не понял. Вы для телефонов имеете в виду? Также на Алиэкспрессе. Что значит качественные? Xiaomi Air Lite. Новые уши. По крайней мере, обзоров на них я не нашел. За 2000 на Али были. Может быть, это назвали как-нибудь там обычные Redmi AirDots? Понятия не имею, что это за наушники. Это не новые наушники, я вам сразу говорю. Air Lite это таким образом называют... Ага, они так называют сейчас сформулирую, как же правильно. В общем, у Xiaomi были Mi Air TVS. Вот это вот Mi Air TVS Pro как-то так. Вот тут Ctrl-C, Ctrl-V. Такие же бандуры. Хорошо, спасибо за идею, попробую купить. Хотя я не понимаю, чем они отличаются, кроме цены. Саня, на Али очень много подделок аккумуляторов Xiaomi. Ну, нужно читать отзывы, значит. Егор, будете таким образом писать много и часто, да, вас будет просто Model Party банить. Model Party не так агрессивно, хотя бы одно сообщение оставляет. В течение скольки дней дошли наушники с последнего обзора, когда заказывали? Месяц где-то. В среднем идет все месяц, Арсен. Все пишется, что будет неделя, две, реально идет месяц, и до вирусяки тоже месяц шло все. Студия «Школьники», здорово. Дмитрий Бен, есть нормальные планшеты, кроме iPad? Есть Huawei M6, по-моему. Ну вот все прошлые Huawei-евские планшеты, они топ, но они стоят космос. Назик Лук, может дать ответ на вопрос насчет принятия сети мобильной связи? Так как слышал много отзывов, что в Apple есть проблемы с этим. Назик, да, есть такая штука, в общем, у Яблока. Я, если честно, на данный момент не знаю, пофиксили это или нет. В Android вы можете выбрать только 4G, допустим, или только 2G. Здесь телефон а-ля выбирает сам. По-моему, уже можно выбирать. Ну, в общем, Яблоко ловит хуже. Вот относительно тех флагманов, что у меня, если брать 11 Pro Max и OnePlus 7T Pro, то Яблоко ловит хуже. Но по поводу этого вы можете в интернете посмотреть очень нехорошие обзоры. В плане нехорошие, что они очень сильно испортят вам настроение. Потому что телефоны, они небезопасны. И чем лучше он ловит, скорее всего, тем более он небезопасен. Те, кто радиоинженер, они поймут, о чем я. Андрей, чем хуже Xiaomi... чем хуже Xiaomi Dharma 5 литров, да. Куба моющего. Да, однозначно, вот все, что куб, квадратная такая штука, мойка от Xiaomi, та, что у меня была, она лучше, чем круглая. Почему? Потому что ее можно мыть. В первую очередь так. Скажи, пожалуйста, Казе, ведь это Xiaomi? Нет, Казе это не Xiaomi. Стоит ли покупать PS4 Slim в 20-м? Не знаю. Если у вас есть такое желание, почему нет? Дело в том, что я в Ташкенте живу. Значит, вам тепло, Юсуфбек. А там нету магазинов. Можно на Алишке тогда заказать. Или на eBay. Я не знаю, как у вас работает таможня. У нас таможня работает, по мне, хорошо. В плане выгодно для людей, которые покупают.
Владимир, это вопрос для комментов видео, но я забыл спросить, что фраза, которую ты говоришь в начале, Tube 400 или другая цифра, это номер видео? Да, Владимир, это порядковый номер видео обзора на канале. Нариман, привет. Привет, Нариман. В Баку есть все время, забываю тебе сказать, что когда был в Баку, все время на устах была вот эта вот фамилия, точнее это имя, наверное, Нариман. Там у вас есть одна из остановок в метро, Нариман. По-моему, правильно так. Narses, Xiaomi Air Lite, это же Air Pro 1, но с Bluetooth 5. Как Air Pro 2, скорее всего, да. Жду обзор Pixel с eBay. Расим, а как я жду? Он 3 недели висел на таможне, я не понимал, где он. Как твоя Т100? Все еще работает, что удивительно, кстати. Ждать SE2. Давидус, наверное, я куплю себе, если вы про это. Я, наверное, не уволюсь и, наверное, буду все покупать. Дальше. Почему вы не пользуетесь экосистемой Apple? Думаю, все блогеры пользуются Apple. Зафара, я не блогер, я инженер. Я просто параллельно веду, как, не знаю, для души канал. И пока он ничего так развивается, вроде бы, благодаря вам. Спасибо за ответ. А какие наушники на Redmi Note 8 Pro взял? Взял Sala BLS101, так они постоянно отваливаются. Вне системы я вас расстрою, чтобы вы не взяли, будет отваливаться от Redmi. Redmi в каких-то моментах днище. Пробовал делать обзор на квадрокоптеры? Нет, Алекс, не пробовал, это довольно дорого. Потому что они сами не дешевые. Это как из разряда, почему пользы ты не делаешь обзоры на колонки. Потому что портативные колонки интересуют в основном молодежь, а молодежи у меня на канале мало. Парам. Дальше. Имя, но не из Казахстана. Но я с Казахстана, понятно. Приятно. Посылки сейчас сильно задерживают или проблем нет? Денис, вообще никакой разницы я не заметил в посылках. Ноль. В моем случае просто ноль. Единственное, мне на почте приходится через каждые 1,5 метра от народа стоять и сталкиваться с еще большей ненавистью, когда я говорю адрес и говорю, не забудьте там минимум 11 посылок мне. Из-за вас вирусы распространяются. Ну, примерно то же самое, я думаю, говорят всем, кто приходит на почту. Только зашел. Какое яблоко выбрать до десятки? Не включительные. Стоит ли брать восстановленные? Стоит ли брать яблоко? Кирилл, первое. Восстановленные яблочные однозначно брать не стоит. Второе. Если вы ограничены в бюджете, лучше ее не брать. Его не брать. И третье. Вы можете зайти в телегу, написать, что вам нужно от телефона. Вам посоветуют великолепный Android телефон. Без всяких ссылок, а сразу с названием и с советом, где купить дешевле. Дружная у нас там команда-компания программистов. Кстати, где у нас Владислав? Наверное, не зашел. Какой iPhone взять, если камеры и игры не важны? Дмитрий, 11 Pro Max. Сразу бери полные фарши, не будешь думать, что ты зря взял этот iPhone, нужно было круче брать. Go маленький дрон от Mitu. Он недорогой. Model Party, а кому он нужен? Ну, я подумаю над этим. Дальше. Привет, бро. Здорово, Антон. Батарейка подводит на Redmi Note 8. На Xiaomi вообще батарейка не фонтан. Будет обзор Transmart Elements Groove? Да, наверное, скорее всего. Baseus W04. Можно подробнее об опыте использования? Владимир, они хуже по звучанию, чем SoundPeak. Лучше внешне, чем бюджетные вкладыши, которые я встречал. И одни из немногих, кто имеет беспроводную зарядку. Вот, наверное, так. Хорошие ушки, хорошие. И говорю, все, кто танцует с бубном вокруг и кричат, что за 30 баксов можно услышать из вкладышей лучший звук, ну да, посоветуйте какие-нибудь реплики AirPods, которые у вас сгорят в ушах вместе с барабанными перепонками, либо у вас аллергия начнется от химии, и потом вы предъявлять будете кому? Продавцу на Алиэкспрессе, который он постоянно лоты закрывает, потому что у кого-то что-то взрывается, у кого-то какая-то аллергия появляется. Никогда не советовал подделки подсов. Если брать реплики, то да, вот такие типа Базеуса, Тиса AX, очень много вкладышей различных, и на канале тоже можете выбрать. Саундпики звучат лучше, ТЧК. Дальше. Когда доллар по 30-ке? Расим, если 20 лет назад. Так, как тебе между Note 9? Не понял, Нариман. Какой Samsung лучше для игры? Никакой, крот, я не люблю Samsung. Model Party, я прочитал про дрон, все. Meizu 16 12,5, Samsa за 23 500. У Samsung, наверное, лучше искать купоны, чтобы купить дешевле.
А Meizu я бы не брал, потому что вот нет поддержки аппарата. Meizu в агонии. Не умрет никогда, будут ее поддерживать, но ничего топового из нее уже не выйдет. Привет, можешь посоветовать хорошие беспроводные наушники до 80 баксов с большим запасом громкости? Sailable S101. Лайкаем, если не сложно. Дмитрий, спасибо. Да, не забываем прожать лайк, может быть 200 хотя бы наберем, все-таки 180 человек на стриме. Сколько ты бегал в третьих стратосах? Я все еще в них хожу, Александр. Сейчас я просто на стрим надел другие часики. XMZL, здорово. Привет, хотелось бы именно ты делал несколько обзоров смарт-ТВ приставок. Narcissus, я честно скажу, у меня нет телевизора. У меня есть приставки две Xiaomi, притом одна из них уже год лежит. Я ее купил на распродаже в прошлом году, в позапрошлом, по-моему, зимой. И вот до сих пор она висит у меня. Дальше польза будет обзор на бюджетные часики Hello Solar Watch. Вроде бы в мае старт продаж. Евгений, как только вы увидите их продажи, кидайте мне, я их закажу. Инет залагал, все нормально, Model Party. Каким телефоном на данный момент пользуешься? Тот, с которого стримлю, OnePlus 7T Pro. Дальше, где можно найти Meizu 16 за 12500, Расим, все это AliExpress. Но некоторые товары, опять же, дешевле на eBay. Но основная масса, конечно, дешевле на Алишке. Будешь менять OnePlus 7T Pro на новую модель? За фары я, скорее всего, буду OnePlus 7T Pro менять на 4 пиксель, мне так кажется. Вижу, что у тебя сменила лежит OnePlus ТТТ. Стоит ли ждать восьмерку, учитывая, что цена будет от 800 евро? Лабиринт, я не думаю, что там они что-то прям супер топовое интересного сделают. Я еще хочу купить, напишите в комментариях, купить или нет, телефончик такой Asus ROG 2. Варвар, здорово. Почему не делал на канале для стримов? Я корешку чистил, сейчас буду жарить. Купил огромную. Всем привет. Привет, спасибо за поддержку. И по поводу канала для стримов, там сейчас 811 человек. Мне надо еще 190. Я разыграю 3 пары копий AirPods новых в упаковке. Там, как только 1000 человек появится, плюс начнут стримить там с телефона. Потому что на данный момент с телефона там не постримишь, а мне удобнее так. Дальше. Где ссылка на Telegram-бота, где бот, посоветуйте, какой телефон купить. Арсен, у нас нет ботов, у нас нет ссылок. Это таким образом блогеры зарабатывают. У меня есть Telegram-канал, в которых есть люди, которые просто делятся мнением. Вот такой я себе канал завел. Не знаю, я считаю, что он приносит пользу. Добавляйтесь туда, ссылка в описании к стриму. Все там душевно, главное не зарываться. То есть я, допустим, даже там аккуратно людям что-то пишу. Хотите культурно общаться, общайтесь в личке. Шутить там могут только 3 редактора или как-то модератора. Вот они там 3 крутыша, девушка-программист, варвар, постоянный подписчик, и супер-мега-герой, который работает в продажах в Москве, тоже узнаете кто. Любители техники, профессионалы. Где ссылка? Есть бюджет 40 тысяч. Какой телефон купить? Алекс, я по Ави вижу, что вы прям тоже хотите, как и я, Asus ROG Phone за 36 купить на Алиэкспрессе завтра. Что я, наверное, и сделаю. Realme 5 Pro или Realme XT? Герем. Проблема в том, что Realme я вообще не тестил, не смогу сказать. Какой лучше Xiaomi для игр? Антон, лучше для игр не Xiaomi. Потому что если вы поиграете в PUBG Mobile, как я делаю, и часто спрашиваю молодежи, что, где, с кем играть, вот, то вы узнаете, что Xiaomi не особо топ, совсем не топ. Так, Huawei P30 Lite стоит ли брать за 12? Павел, а где вы так нашли? На улице за 12 тысяч? Ну это дешево, по-моему. Купил наушники от Xiaomi, вторая версия, полная фигня, лагают, звук тихий, пользуюсь Xiaomi Mi 9 SE. Давидус, проблемы у Xiaomi в Bluetooth в самих телефонах, не в наушниках. Это опять же мое мнение и мое наблюдение. Может быть, король не голый, но для меня вот так. Дальше. Телефон за 10к. Если вы сможете надыбать себе еще 2-3 тысячи, 2000 лучше. 12600 я видел 9S. Redmi 9S на Алишке. Сейчас он опять 15, но я уверен, что опять 12 будет. На столе клеенка. Конечно, клеенка. Лучшие наушники до $35. Аугерим, у меня есть топ-10 наушников на канале по звуку. Там есть несколько пар наушников до 35 баксов.
посмотрите. Если вы имеете в виду вкладыши, то саундпики по звуку. Так, дальше PS4 или Хуан? Наверное, PS4. Не, лопату хочу, Константин, наверное. 7 плюс еще актуален. Кирилл, я вообще считаю, что OnePlus, если вам нужны как бы сумма положительного в телефоне, вот лучше всего покупать OnePlus, на который хватит денег. Это по моим ощущениям, что я не тестировал. То есть там что-то вот все хорошее. Нельзя сказать, что там плохое что-то. Я не встречал что-то плохого. SoundPits это наушники Исмаил. Посмотрите, на канале был на них обзор. Вкладыши. Спасибо за подробный обзор. Виктор, вам спасибо, что зашли. Meizu Pop 2 покупать на Алике или в местных магазинах. Если вы готовы делать возврат через Алик, у вас есть опыт и вы не хотите, вам не сложно заморочиться, то лучше так. Если нет, то в местном магазине у вас будет гарантия под рукой. Так всегда. То есть почему я покупаю все на Алиэкспрессе? Потому что там дешевле. Но я периодически возвращаю себе средства, это нормально. То есть это стандартная практика. Так, у меня Galaxy A50 как один, как он для игр подойдет и вообще. Милки, ты же знаешь, что не очень он. И сейчас, когда ты спрашиваешь, ты прекрасно понимаешь, что Самс в играх не фонтан, особенно бюджетники. Не особенно, а бюджетники. Польза нет. Как тебе Xiaomi Mi 9 SE? Никак. Я говорю, Xiaomi-то со своими телефонами достали. У них была какая-то вот линия такая хорошая. 4, 5, 6, все было норм. 7 они норм выпустили. А вот начиная с Redmi Note 8, я не понимаю, что они делают. Особенно, что они делают с флагманами. Привет, посоветуй телефон. Есть бюджет 450-500 баксов. Пом-пом-пом-пом-пом. Для чего, Александра? Александра, еще раз, заходите в телегу, описывайте ситуацию, что вам нужно от телефона. Камера, еще что-то, еще что-то. Milky Way. Вы понимаете, что вас будет просто банить сам YouTube. Еще раз напоминаю, что в принципе на канале и на стримах мата нет. Вот. Заблокированных пользователей очень много, хамства тоже нет. Мы с вами делимся опытом в первую очередь. Не забываем прожать лайк за труды и писать, что еще купить для обзора потом в комментариях. Бро, я играю в PUBG Mobile на Samsung AG7. В средних и все окей. Купил США за 90-100 баксов. Все норм, лагает редко. Редко понятие, Антон, очень такое растяжимое. Это раз. Два. Средние настройки тоже растяжимые. То есть там много настроек разных. И три. Вы уверены, что там у самсов такой же проц, как и в глобалке? То есть очень часто зависит в телефонах от региона, что у них внутри запихано. Что сейчас лучше взять из флагманов прошлого года? Я бы Huawei P20 Pro взял. Наверное, даже позапрошлого получается. Так где не лопата? Еще раз, iPhone, получается, какой пятый? SE 2 подождите. И Samsung SE 10. Кто-то еще, по-моему, про Meizu писал, 16-й. Добрый день, что скажешь? Наушники Arctis 7. Не знаю, не тестировал, Владимир. Дальше нож в кадре для шарогоров. Да, в кадре. Так он уже не в кадре, вот он. Вот сейчас он в кадре, правильно? Дальше. Когда будет обзор на серебряную кнопку YouTube? Бука, я не знаю. Я не знаю, а стоит? Я ее не заказывал даже, честно. То есть у меня 139 тысяч, нас 139 тысяч, и как-то у меня деморализация началась в последнее время. Я думаю, как у большинства людей, потому что время тяжелое для всех. И на работе тяжело, и в сети тоже как-то не особо позитивное. Потому что все в печали. Самоизоляция на нас как-то не очень хорошо влияет. А на меня влияет то, что у меня нет самоизоляции, которую бы я хотел. То есть я бы с удовольствием посидел бы дома, попилил бы роллибаса, а вместо этого хожу на работу. Я думаю, большинство моих знакомых так ходят. Вот такая, не знаю, я не считаю, что это хорошо. Я прям чувствую приближение трындеца. Вот, как бы так. Mi 9 SE еще есть, да, тоже небольшой. Какие самые лучшие ТВС наушники до 1700 рублей? Hello GT 2 по мне. Опять же, это из разряда затычек. Вот. Вот и будет стимул для радости. Какая кнопка? Кнопка это уже не стимул, это как-то наоборот. Вроде достиг и все, надо успокоиться. Вот и стимул.
Пробовали ли Realme? Хочу очень, Андреас, попробовать, но я хочу, говорю, Realme пробовать. После того, как X3 попробовала от Vivo. То есть я хочу понять, вообще есть ли у них супер телефоны у корпорации BBK. Если есть, то, наверное, буду покупать, да. И Realme тоже. Клеил ли какое-то стекло на OnePlus 7T Pro? Лабиринт, еще раз, у меня на OnePlus 7T Pro было стекло заводское защитное, я его снял. Я не уважаю всех этих штук. Я еще раз повторяю, для меня это как машину в целлофане. Вот и все. Sams A41 норм, бесит челки и лопаты. Плохо отношусь к Самсунгам, Расим. Ты ж сидишь на стриме, слышишь все это. Ножницы, фольга и клей с картинкой. Что ее заказывать? Да, вариант. Егор, Mi 9T или Honor 20? Я бы Honor взял. Привет, скажи, в каких наушниках беспроводных хорошо бегать, чтобы не выпадали, подскажи, пожалуйста. Роман, это шнурок либо Базеуса, либо шнурок от OnePlus. OnePlus Ballads 2. Очень хорошо в них бегать, прям великолепно. Дальше настройки, графика, баланс, кадры высокие. Круть путь. MacBook в студию. Дмитрий Бен, я часто думаю над тем, чтобы купить MacBook. Часто, но не покупаю. SE 2, SE 10, ты серьезно? У меня есть SE и Sony XZ1C. До 130 мм ничего больше нет. Окей. Вы же не говорили количество миллиметров. Лабиринт, спасибо, пожалуйста. Стоит ли брать Meizu на Алике? Просто цены очень манят. А почему нет? А где делают Meizu? В Китае. Где вы хотите купить? В Китае. Что за дурак будет покупать в Китае? Это попытка сарказма, чтобы вы поняли. Это логично, что мы девайсы китайские будем покупать дешевле в Китае, чем после того, как они пройдут границу, заплатят за продавцов, за налоги, за то, чтобы кто-то получил денежку за снятие помещений, где вы покупаете данный девайс. Вот. А41 не лопата. Глядя на А40, рамки должны быть маленькими, а по поводу челок, там вроде бы дырка будет, других вариантов в этом году не жди. Так, ввиду того, что здесь, наверное, остались совсем новенькие самые стойкие, я бы хотел акцентировать, кстати, внимание по поводу телефонов на рамках. По большому счету, вот реально, если у вас нет каких-то супер топовых аппаратов с минимальными рамками, то вы вот сейчас уже разницы особо не увидите даже в Redmi Note 7. До нормальной рамки ничего дичайшего, вы привыкаете ко всему моментально. Это раз. Два, вот эта вот штука с гладкостью, с перепадом по бокам, она не всем заходит. Три, на нее очень сложно клеить пленку. 4, по поводу, кстати, S10, у меня у товарища есть последний самсунговский S10. И алиофобка у него стерлась за 1,5 месяца без пленки. Такого не было никогда. У человека все время флагманы. Вот он буквально позавчера мне жаловался. Я только сейчас вспомнил, но это, можно сказать, исключительно special for информация для моих подписчиков и тех, кто смотрит сейчас стрим. То есть задумайтесь, как могла алиофобка на Самсунге стереться за 1,5 месяца. Но это дичь. Человек покупает флагман. Вот. И по поводу рамок, и по поводу еще хочу сказать плотности пикселей. 400 ppi, вот все, что выше 400, а почти все сейчас выше 400, но не увидите вы эту пиксельную картинку, если ты только не купите себе, не знаю, микроскоп, или, не знаю, через лупу будете стараться смотреть. Все это лабутень. Так, я говорил не лопаты. Константин, все смотря как смотреть, для каждого лопата своя. В каком ценовом диапазоне для себя смартфона выбираете? Если можно, то цену в долларах. Ну, вы видите, $1500. До 1500. На обзор желательно, наверное, до $500, потому что больше одного обзора на телефон в месяц я очень тяжело потяну. Прям очень тяжело. Потому что нужно еще наушники всякие, всякую такую лабутень покупать. Мелкую. Они, конечно, не по 30 тысяч, но 10 раз по 3 тысячи, а ввиду того, что обзоры... Допустим, я посмотрел, я 17 дней подряд, благодаря своей супруге, выпускал обзоры. 17 дней по 3 тысячи умножайте, в среднем девайс стоил, а иногда 5. Да там даже, наверное, по 4 надо умножать. Сколько я потратил? 68 штук. И это не месяц еще. А если покупать телефоны, я не знаю, вот как люди обозревают телефоны по 30 тысяч, либо у них магазин рядом, либо они миллионеры, либо они сами в Samsung работают. Я понимаю, как это работает и кто им что дает, но очень накладно телефоны покупать. Прям очень. Не чаще ноутбука от Xiaomi будешь смотреть. Что насчет ноутбука от Xiaomi?
Антон, я уже говорил, что если я перееду в этом году, то мне ноутбуки будут на обзоры давать просто так за упоминание магазина. То есть мне будут давать ноут, неважно, что я о нем буду рассказывать, и ноут я буду возвращать, плюс говорить, что да, конечно, рекламщиков банит Model Party. Что лучше взять, Oppo Enco Free или Meizu Pop? И как шумоизоляция на Oppo? Лучше, чем в обычных вкладышах, но не лучше, чем в любых затычках по шумоизоляции. По поводу Meizu Pop, это затычки, это совсем другая история, сравнивать не буду. Meizu Pop мне в принципе понравились, как и Oppo, но это разные вещи. Не желаешь обозревать Hi-Fi, High-End, мини-музыкальные системы? Бука, мне придут скоро Hi-Fi и High-End, несколько наушников затычек. Если они вам зайдут так же, как раньше проводные ушки заходили, я буду о них рассказывать. То есть, ну там провода за десятку. Понятно, что это не сотка, но 10 тысяч рублей я считаю, что это более чем беспредел. И также пару плееров заказал на распродаже по 6 тысяч. Тоже неплохие. Наподобие, помните, FIA M5 я обозревал. Привет, польза, вопрос не по теме, но я со стримов узнал, что ты инженер. Да, было такое дело. Учился. Сейчас 5 секунд. Пытаюсь найти, не найду. Ладно, черт с ним. Ты как считаешь, какая в среднем зарплата должна быть по России у инженеров любых направлений? Что думаешь о биотехнологах? Думаю, что любой инженер, даже молодой, должен получать минимум баксов 600. Минимум. Вот. Если ты инженер-проектировщик в Питере, опять же, ты будешь получать минимум сотку. Все мои знакомые изначально, но это опять же, нужны знакомые хоть какие-то. 100 тысяч, это, почему говорю в рублях, потому что в долларах никто не выдает зарплату и не привязывает к ним. Согласен по поводу закругленных экранов. P40 Pro сделали закругленным с 4 сторон. Денис, вот так. К этому нужно привыкать. Я привыкал к закругленному на OnePlus 7T Pro очень долго. Будет ли обзор на Oppo Watch? Стас мучает. Нет, скорее всего, ну не скоро. 31 тысячу я не буду платить. Я не хочу покупать часы. Вы купите реально часы. Вот кто готов купить часы Oppo за 31 тысячу? Честно. Я морально не готов. 30 тысяч. 30 тысяч. Я добавляю 3 тысячи и покупаю себе Asus ROG 2 телефон. Телефон игровой из Китая. Но это перебор. Дичь это. Они больные, блин. Я понимаю, вот Apple Watch я купил жене за 35. Но Apple Watch это Apple Watch. Но это просто тупо Apple. Хорошо, я отдал 20 тысяч за бренд. Что я отдаю 30 тысяч за что у Oppo? Вот. Приветствую, а за что не любишь Samsung? Что они тебе сделали? Гена Шпак, я рассказывал уже 10 тысяч раз, что у них даже вот первое, я убил чертову тучу самсунговских телефонов. Моя жена убила чертову тучу самсунговских телефонов. А выстрел в голову был на прошлой неделе, когда мне товарищ, я не буду говорить флагман, у Самса, я ему месяц назад говорил, я не ношу принципиально на телефонах защиту экрана. Вот он снял защитную заводскую пленку, и леофобка у него стерлась за 1,5 месяца. 1,5 месяца у топового телефона от Samsung стирается леофобка. Можете считать это браком, я считаю это дичью. И учитывая их характеристики, они не стоят своих денег вообще. Какой телефон у сына? Сыну 7 лет, у него iPhone 5, но он черт знает где у него. Но ему не нужно. Дальше. Мультирум. Интересная тема. Недорогой, не Sonos. Не знаю, о чем вы. Убейте меня. Дальше. Так они 6,8 стоят. Не понял, про что вы. За 30 тысяч даже смартфон брать пока не готов. Денис, ну это логично. Носишь ли чехол и защитку? Лично я нет. И остался без стекла. Чехлы ношу. Защитки нет. Защитного экрана. Ты говорил, стерлась алиафобка у Самса. Не, да, по-моему, у S10, но я уточню. То есть можете мне завтра в телеге написать, я уточню, какая модель была. По-моему, ну он брал его за 70. Я думаю, что это что-то из их флагманов. На Алике же Oppo Watch ночью просто было. Диалог был ночью на работе. На Алике Oppo Watch за 20 тысяч отдают. Стас, они не отдают на Алике Oppo Watch за 20 тысяч. Oppo Watch на Алике стоит 32 тысячи, 46-миллиметровая версия. Базеус W04 мне понравились, сейчас них смотрю. Поздравляю. Заказал себе, не успел. Soundpeats, молодец. Ивангай, вы, да, вас банят. Владимир Пьянов, не успел я ничего прочитать, и это хорошо. Дальше. Самый лучший телефон за $100.
Такого нет. Лучше телефон кнопочный за $20, чем смарт за 100. Наверное, Redmi Note 7, если сможете купить. Но на 4 гига оперативы не меньше. То есть, если вы покупаете меньше 4 гигабайт оперативы телефон, а на андроиде, не яблоко, вы получаете днище. Вот, опять у меня включились почему-то только интересные сообщения. Извиняюсь, не забываем прожать лайк. Может быть, сотни зацепим. Что, Антон, 150 роликов на канале. Дальше. Подскажите, какие ТВС уши от BBK гибриды. Не могу вспомнить. Эко. Все правильно, вот они. Энко Free. На канале есть и стрим, посвященный этим ушам. Вообще всем BBK-евским. У меня Vivo, Эко и Realme еще там валяются. Будешь обозревать смарт-вотч EVO 10? Нет, Кирилл, меня за это банят. Я уже пообозревал. И, в общем, у меня очень много уже добрых людей, у которых есть юрподдержка, которые лупят по каналу, потому что, к сожалению, на кого-то негативно сваливается та информация, которую я даю подписчикам своим. Варвар, счастливо, спасибо, что зашел. Пиши по ушам. Но я говорю, я в мае приеду в Питер, если поезда не остановят. Что думаешь о Huawei P30 Pro? Максим, супер топовый телефон, мое мнение. Дальше. Что скажешь про эти часы? Кирилл, я скажу, что они оверпрайс. Я ничего не могу сказать, пока их не тестил. Я не понимаю, как можно требовать за часы 30 тысяч, если это не Гармины. И они не на Бё висят. Я думаю, поняли, что я имел в виду. Какой из водонепроницаемых телефонов посоветуешь? Никакого, потому что все официально водонепроницаемые телефоны, они обладают довольно ограниченным количеством функций. И все, что я видел у блогеров при тестах, мне предлагали несколько дешевых телефонов ударопрочных. Я отказывался. Почему? Потому что у всех требования рассказать, что они супер. Я вот подозреваю, что они не супер. Может быть, я и правда парочку таких телефончиков куплю. Но я не знаю, зачем. Ну, зачем? Чтобы рассказать вам о том, что они не супер. Что можешь сказать про QCY T5? Я знаю, что T3 мне не понравились, T5 хороши. Есть обзор на канале и сравнение. Айдыс, привет. Что там с глобалками на Xiaomi-шные умные часы? Ничего, они забыли. Они просто забыли. Иван Васильевич, Samsung M30s не юзал? Нет, Иван, я против самсунгов. Да нет, я про EVO. EWO это реплики Apple Watch, и за них банят каналы. Ты смотрел ролик внутриканальных наушников от Технокухни? Нет, я не знаю, кто это. Я считаю, что это реклама, вы уж простите. Здесь не упоминается никто, кроме максимум там Андроньюса и Вилсакома. Только крупнейшие. Извини, ты 1000 раз говорил, наверное, но из какого-то города. Архангельская область. Маленький город. Сорян, но на любом смарте олеофобка стирается довольно-таки быстро. Бука нет. Нет. Вот OnePlus 7T Pro не стерся уже полгода. Полгода олеофобка не стерлась. Что еще у меня? Huawei P20 Pro за год с лишним олеофобка не стерлась. iPhone. Нет, Model Party. iPhone не такой водонепроницаемый, как его пытаются преподнести. И человек, когда спрашивает про водонепроницаемость, неизвестно, что он имеет в виду. Может, он занимается водными видами спорта, и однозначно ему никакой тогда телефон не подойдет из тех, что я обозревал. Купил Honor 20 Pro за 25 в магазине на Тмоле. После Mi Mix 2S доволен как слон, но Google камеры не хватает все-таки. Слава, ну согласитесь, это вещь после Xiaomi. Вот человек начинает понимать, что Xiaomi не так хорошо делает, как тот же концерн Huawei. Айдыс, пожалуйста, Stratos 3 или GT2 или что-то другое посоветуешь в этом ценовом сегменте. Stratos 2. Stratos 2, если вы... Ой, Stratos 2 или 3, если вы занимаетесь спортом. Если вам на спорт чихать, то, наверное, Huawei GT2. Учитывая, что у них более-менее стало лояльное отношение к ценообразованию своему, то, наверное, все-таки Stratos 2. Или не Stratos 2, а Huawei GT2 можно покупать. Дальше, с чего ты начал? На какую камеру снимаешь? Свет какой? 1000 рублей свет любой с Алишки. Камеру снимаю с телефона Redmi Note 4. Потом была зеркалка D3120, 9000 рублей она стоит. Она также у меня где-то валяется. И вот сейчас какие телефоны обозреваю, на то потом снимаю.
Иногда на Redmi Note 7 снимал, на Redmi Note 8 снимал, на Vivo только не снимал, на Mi 10 снимал. Вот сейчас OnePlus 7T Pro, Huawei P20 Pro, который разбил. Снимать можно на любую мыльницу. У меня Honor 8X, мне подогнали Redmi AirDots, почему-то звук дно. Подключаю к iPhone 7 Plus, и они играют намного лучше. Не понимаю почему. Максим, добро пожаловать в мир Bluetooth и кодеков. То есть не во всех телефонах Honor 8X не является топовым телефоном, поэтому у них не все хорошо с внутряночкой. Будешь брать Redmi 9S? Радик, пока я думал, пока он был за 12 500 на Алишке, и он стал стоить 15, теперь думаю. Наверное, все-таки Asus ROG 2 куплю. Хорошая такая альтернатива, да? Xiaomi R2 очень много кирпичей, мои тоже. Что про это думаешь? Константин, чем больше товаров единиц продается, тем больше будет брака. Вот что я могу сказать. Вы бы взяли Garmin Forerunner 945? Да, наверное, почему нет, если есть деньги на это. Если вы бегаете. Дальше, так я не понял, ненависть к Samsung, понятно, откуда ненависть к Xiaomi? Расим, оттуда, что они стали требовать за свои телефоны каких-то баснословных денег, непонятно откуда. Знаете, кстати, по поводу чего я хочу сказать? Если вы посмотрите, сколько Xiaomi стоит в Китае, то есть я захожу часто на китайский Tmall, на китайский AliExpress и вижу их скидки, вижу реально цены, перевожу в рубли, и я не понимаю, откуда такие цены у нас. То есть они реально продают телефоны чуть ли не в 2 раза дешевле у себя на рынке, чем у нас. И с ценообразованием это вообще беда. То есть они делают себе ритейл, они продают здесь свои девайсы, уже не дешево, уже реально дорого. И за те деньги, которые они за них требуют, реально покупать каких-то гигантов. Huawei, Samsung, те же Samsung, черт с ним. Если брать премиум сегмент. Вот. Как бы так. У меня не ненависть, я фанат Xiaomi, кстати. Расим, посмотрите, сколько девайсов на обзорах. Там больше 200 как минимум Xiaomi-шных. У Redmi 9S нет NFC. Зачем он нужен? У меня есть система. Ну вот честно, у меня есть NFC-шки на телефонах, но я не пользуюсь оплатой через телефон. Потому что у меня друзья, старые, которые уже мне не друзья, занимаются тем, что занимались плохими делами и очень не советовали, если не хотите потерять средства, платить телефоном. Вот. И я к ним прислушиваюсь, потому что они знают толк в этом. Кстати, да, Xiaomi еще то G. Я не считаю, что Xiaomi G, просто вот то, что они требуют за свои девайсы сейчас, это прям очень много. Дело не в курсе, Расим. Я говорю, вот ты зайди на Tmall китайский, переведи юани в рубли и посмотри, сколько это стоить будет на Алишке либо у нас в магазине. И ты очумеешь просто от добавочной стоимости. Привет, что думаешь про новые часики LS05 от Hello? Я их не видел. Я видел только, по-моему, что они типа где-то вышли, а продаваться они уже продаются или не продаются, вопрос в этом. По-моему, они еще не продаются. Вот я сейчас гуглю и не вижу. Не вижу их продажи. Можете скинуть мне в ВК или в телегу, если вам не сложно, Алексей. Привет, кстати. Вечер добрый, Харсмен. Привет, Бука. В ближайшую неделю-две стоит ожидать обзоры тапок АК кроссовок. Бука, я заказал пар кроссовок штук 14, наверное. Пар 14. 3 мне уже отказали, но вот какие-то из них идут. У меня, в принципе, 2 пары есть для того, чтобы сделать на них обзор. У меня как-то пока морально неохота. Я говорю, все очень как-то печально везде. И можно сказать, что позитив из себя приходится в каких-то местах выдавливать. Вот сейчас я просто позитивен, реально мне выдавливать не приходится. Я очень рад, что мы собрались сегодня в воскресенье. Вот. А когда делаю уже обзоры, ну, тяжело. Тяжело психологически, потому что я вижу информационное поле, на работе давит, все давит. И рассказывать про кроссы нужно на позитиве, на таком «эй, давай». Вот, мне так кажется. Какие смартфоны не стоит покупать из-за перегрева? На МТК, которые, вот не советую. Все медиатековские процессоры, они не фонтан. На Redmi 9C цена сильно завышена. Не знаю, они стоят 13 тысяч. 12 600 вот я вчера мог купить. Какой стандартный эквалайзер выбрать на iPhone, чтобы улучшить звук AirPods 2? Как можно выбрать стандартный эквалайзер, Дмитрий? Напишите лучше в телеге. Вам с юмором ответят на этот вопрос. Нужен ноут для работы, я без шуток.
В AutoCAD 2D не могу выбрать ничего. А вообще-то, что не вижу, то не очень. Может, подкинешь модельку или линейку? Однозначно вам посоветуют ThinkPad. Вот. HP-шку. Если вы спросите у наших программистов. А так, смотрите сами. Все зависит от полноты вашего кармана. Могу тык-тык-тык, почему у тебя ненависть на Samsung, а также на Note 10 Plus? Я и для нас уже устал объяснять. У меня не ненависть. Я считаю, что они не стоят своих денег. Это не ненависть. Жду свои Oppo Enco Free. Шурант, поздравляю. В районе 20 тысяч какой телефон хорош? В районе 15 можно 9s купить. Redmi Note 9s можешь взять. Кризис среднего возраста, крепись, бро. Нет, Бука. Дело в том, что у меня сейчас слетел отпуск просто, который я черт знает где проведу. У меня слетели все планы, как у большинства, по смене работы и т.д. и т.п. У меня непонимание того, каким образом защитить свою семью от вот этой вот шлепотени, которая сейчас идет. И все. Средний возраст здесь вообще ни при чем. Он у меня уже, по-моему, давно кончился. У меня уже такой древний возраст. Почему купил роутер Redmi AC2120? Потому что Harman он мне больше подошел, а у Xiaomi Mi 4 я даже не рассматривал его. Мне советовали подписчики Redmi A2120, и поэтому я сразу на него и напал. Плюс он может выживать, сколько там, 29, 128 устройств. А устройств Xiaomi-шных у меня очень много. Шалом алейкум, шалом. Ты единственный человек, к которому я схожу на стрим и с интересом слушаю. Спасибо. Я считаю, что здесь больше не прослушивание, здесь больше росим общение. Вот мы сидим кружком таким, либо квадратиком на 150 человек, и мы делимся опытом. Вот. После твоего ролика загорелся Stratos 3, теперь ты советуешь мне Stratos 2. Я растерян. Артем, нет, я имею в виду, что если просто дешево не купить Stratos 3, покупайте Stratos 2. Я хожу в Stratos 3. Я перепрошил китайскую версию на английскую. У меня сейчас теперь там русский язык, они меня очень сильно радуют, хотя бы внешне. Привет, как у вас дела с карантином? Ходите по улице в масках? Нет, Саша, здесь всем плевать. Мне кажется, что пока народ не начнет пачками просто падать прямо на улице, здесь будет всем также плевать, если не дольше. Вот это фетиш, по сути, раньше пакет с телефоном, ой, с этими, с часами, да, пакет с часами требовали, не с часами, а с наушниками, а теперь с часами. Ну вот часы. Но это не все. Тут еще сверху закреплены и еще по дому валяются. Дальше хочу взять на смену своего Mi Band 3, приглянусь к GTS, GTR, бум-бум-бум-бум-бум. А зачем вам Amazfit GTR? Для красоты, да, норм. Пропадает видео. Это не видео пропадало, это я пихал в видео всякие штуки из разряда часов. PUBG Mobile F1 актуален до сих пор. PUBG потянет, отлично. Окей. Хочу взять что-то на смену своего Mi Band 3. Да купите Mi Band 4 и все. Если вы к третьему привыкли, почему нет? Не забываем прожать лайк за труды. Может быть 200 наберем, уже 199. Привет, что думаешь о OnePlus 8 Pro? И спасибо за твой канал. Я не смотрел вообще спецификацию OnePlus 8 Pro. Я уверен, что OnePlus хлам делать не будет. Как исправили стрим? Не знаю, никак. Миллениален. Обычный стрим, как всегда. 845 будет актуален пару лет в России, гарантированно. Спасибо, будем знать. А почему именно в России, Бука? Как тебе Xiaomi Note 9s? За 12 тысяч рублей норм, за который он продавался вчера на Алишке. Дальше... Понял, спасибо, пожалуйста. Xiaomi Redmi Note 5, отличный телефон, вас заблокирует сейчас кто-то из моих модераторов. Почему? Потому что много нельзя сообщений одинаковых посылать. Стоит ли покупать новые Huawei, учитывая, что у них нету Google? Это вам решать, потому что костыли это всегда костыли. Если Google сервисы нужно будет устанавливать с проблемами какими-то, думайте. Я бы брал, если вас прет Huawei. Сколько будет актуален 845? Долго. Что думаешь о канале? Там слишком много негатива стало. Линас это не техноканал, мое мнение. Это просто чувак, который делает очень много денег. Он молодец в каком-то смысле. Но сейчас мне его отвратно тоже смотреть.
Я до появления моего канала смотрел этого чувачка, даже не буду удалять это сообщение. И если он меня захейтит, мне будет только плюс, потому что на этом канал вырастет. Но то, что он делает с аудиторией, ну, это вранье. Это знаете, как Vivo. Вот сделал я обзор на Vivo. Мне написали, он тоже делал обзор. Я начал его смотреть. Но что это за техноблогер? Это вот у него мозгов 1000000% больше, чем у меня по поводу телефонов. Почему? Потому что у него больше практики. Если, допустим, по поводу наушников у меня больше, он тестировал больше девайсов, чем я, в разы. И этот человек не мог найти макросъемку, этот человек не мог сделать эффект размытия одним пальчиком. То есть тут справится имбецил. Человек, который не умеет даже нормально разговаривать, найдет все это. Он хапает, получает телефон в руки и делает вид, что он идиот. То есть людей, у которых есть Vivo V17, очень мало, в принципе. А миллионный блогер, который шарит в этом деле 1 000 000%, делает вид, что нет в телефоне того, что там есть заведомо. Понятно, никто не может проверить, но это дичь. Понятно, что он тем самым пытается Vivo, бренд этот, шантажировать, чтобы ему дали там 60-тысячный на X3, еще заплатили пару соток за то, чтобы он его пообозревал. Но это так неправильно. Я считаю, что так делать неправильно, тем более Vivo, как говорят маленькие блогеры, очень они говорят правду. Если канал 100 тысяч, реально от Vivo получить телефон на обзор. Ты его возвращаешь, рассказываешь о нем и все. Не надо его хейтить за это. И тем более Стасу его 1 000 000% дают. Харсман, Vivo дает телефоны всем. Ты можешь посмотреть Григорьева, можешь еще посмотреть несколько каналов. У Vivo вообще нет проблем давать телефоны. Каналам, начиная от 50 тысяч, у них им плевать вообще, кому давать телефоны. Стаса не троньте. Вот поэтому у меня совсем другая аудитория, Харсман. Потому что я не люблю вранье. Вот вранье. Вот. Кому-то от этого прет. Дальше пару месяцев на канале, очень крутой, без воды, всегда с хорошим настроением. Продолжай в том же уровне. Спасибо большое, Максим. Стоит ли покупать Sharp? Ой, такая-то фирма странная. Хорошая, но странная. Думаю, нет. Ты всю технику сам покупаешь или тебе отправляют для обзора? Из всего, что вы видите, сам, вот это все сам покупал. Единственное, вивовский телефон мне дали, я его верну обратно, и все. Как бы так. Платить ничего не платили, ни ТЗ, ничего. Вот каким образом это выглядело, почему я как раз про iCak просто пишу. Потому что мне написал подписчик, напиши Vivo, они дают девайсы всем. Я написал Vivo, буквально строчку там, я блогер, адрес такой-то. Они мне написали на мыло, вы вернете девайс? Я написал, верну. Они написали, дайте адрес, адрес дали. Вот сейчас я его там на следующей неделе буду им отсылать обратно. То есть вообще отлично. Вот такие фирмы я уважаю. Как бы так. То есть ты можешь его захейтить, можешь что хочешь с ним сделать, хоть долби. Но забыл. Денис, я вам больше скажу. Мне прислать на X3 или вам написать Vivo V17? Я написал, давайте Vivo V17. Ну, потому что тот дорогой все-таки. Вот. И вот максимально честно, максимально емко, как всегда. И я не верю, что миллионному каналу, 100-тысячному, который не... Ну вот давайте откровенно, наушники мне дадут любые. То есть если я кому-то напишу, я их покупаю сам, но я уверен, что любой бренд российский, ну, продавец, он мне как бы даст наушники. Потому что я их обозреваю. Телефоны, я не знаю тех, кто бы мне дал телефоны, потому что кроме Vivo мне... Ну, я не писал никому, но мне никто не предлагал никогда телефона. Кроме вот всякого хлама там по 8 тысяч эти, которые не убить. Кофтун, да Хорсман, они друг друга пиарят, делают бабки друг другу и подписчиками меняются. Вы думаете, что это реальный заруб? Это не заруб, это просто они смешивают аудиторию. Это я даже не знаю, кто кому закинул денежку за это дело. Потому что у одного появилось после этого 200 тысяч подписчиков плюс, и у другого. Они поменялись аудиторией, и все. Плюс заинтересованные, активные. Куда деваешь все эти девайсы? Ты продаешь? Да я все время показываю, что у меня чертова туча этих девайсов дома валяется. У меня скоро жена выселит. Было какой-то период, когда еще и коробки оставлял. Вот. И Horseman, здесь дело, вот Everybody Lies. Помнишь? Ну, хорошо, на 150 человек, еще раз повторяю, друзья. Пожалуйста, не вспоминайте мне каких-то блогеров, которые такие большие, что им нужно кого-то кормить.
И почему? Потому что, ну, тут нужно быть реально человеком, у которого есть сознание. Логично, что всем нужно зарабатывать. Либо ты работаешь на какой-то работе, и потом параллельно ты там что-то делаешь на Тьюбе, либо ты работаешь на Тьюбе. А когда ты работаешь на Тьюбе, ну, правила у всех одинаковые. Вот и все. Вот и все, как говорит Краснова, да? Не знаю, ни на кого, Слава, говорю только для себя, основные еще пару каналов так держать. Лёлик, так нет, это тоже норм канала. Почему? Просто говорю, у меня, ну, вот у меня конкретно отношение к интернет-блогингу какое? Вот есть у меня девайсы, допустим, Базеус, да норм они звучат. Кто-то их хейтил. То есть кому, я не знаю, я их покупал, мне вообще плевать, что кто. Базеус, притом мне какие-то девайсы когда-то давал. Я не помню, что именно. И из-за этого я с ними поругался. Ну, какой-то хейтерский обзор я выслал, и потом они написали, мы тебе ничего давать не будем. Я написал, ну и черт с вами, как бы, они мне не особо интересны. Xiaomi-шных девайсов я не видел вообще на халяву, вот как в вашем понимании, никогда, никаких. Из наушников беспроводных, кроме копии AirPods, и то кое-каких, основную массу я покупал. Мне ничего не высылали. Самая топовая фирма в плане отношения к блогерам – это Tronsmart. То есть, если вы видите обзоры Трансмартов, Edifier, кстати, тоже дают, они рассылают им, мне кажется, они даже обзоры не смотрят, они вот просто рассылают девайсы, им плевать кому что, колонки, наушники, еще что-то, вот, и это круть. То есть вот такие, за счет массы. То есть вы знаете, что такое Трансмарт, потому что они посылали их всем. Вы знаете, что такое Edifier, потому что их тоже они посылали всем. Как бы так. Подскажи наушники ТВС с Али до 40 баксов. Есть топ-10 на канале, посмотрите, пожалуйста. Там Halo GT2, которые не посылают никому ничего. Это типа Xiaomi-шного подразделения, у них отличные ушки. GT1, GT2, GT Pro не тестирую сейчас, про них еще ничего говорить не буду пока. Как я отношусь к кастомным прошивкам для роутера? Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Влад, здорово, норм. Кастомные прошивки для роутера, если у вас есть время и практика, то почему нет? Мне твой обзор Vivo напомнил о корейской пластических хирургах. Типа у кого на операцию денег нет, так вот тебе телефон, он моську нарисует. Пробовал такой коммент написать под видео, облом. Почему? Я, кстати, если честно, параллель не понял. Ну, Vivo TVS, наверное, я про них до сих пор так сильно и много вспоминаю. Во-первых, потому что они звук у них лучше всех среди вкладышей. Топ-10 вкладышей я еще не делал, но топ-10, вы знаете, кто первый. Стоят они реальный космос. Как они выглядят, мне не нравится. И мне больше всего, наверное, не нравится то, что я был к ним очень долго негативно настроен, они оказались норм. Вот. Как считаешь, i10 TV стоит ли покупать? Нет, я считаю, что любые подделки покупать не стоит. Что скажешь про телефоны Realme? Джеймс, их продают столько, что, наверное, они в чем-то хороши однозначно. Лайк за такой продолжительный стрим. Но это еще не очень долгий, но спасибо. Ильнас, огромное спасибо. Я работаю инженером. Инженером радиоэлектроники. И вот, уже 20 лет скоро будет. 19 пока. Смотришь аниме? Если да, что скажи свой топ. Я шарю, я смотрел очень много из анимешек, но сейчас не смотрю. Это был, конечно же, Блич. Конечно же, это была «Тетрадь смерти». Конечно же, One Piece я недолго смотрел, мне не очень сильно понравилось. И что еще, на что залипал сильно? Да много чего, начиная с эльфийской песни и заканчивая вот такими супер-мега-топами. Дальше. Realme X2 Pro. Какой минимальный ценник видел? Не мониторил даже Realme, не знаю, для меня это такая штука из разряда, ну, хочешь покупай, не хочешь не покупай. Хотят пиарить, пусть пиарятся. Я не понимаю, почему народ их столько покупает в таком количестве. Когда задумаюсь, тогда, вот, тогда, наверное, буду мониторить. Я говорю, я сейчас Asus ROG 2 хочу купить. GT2 хорошо играют, есть опыт использования, спасибо за ответ. GT2 великолепно играют, вы можете посмотреть обзор на канале, еще полгода назад я их делал. Тетрадь смерти, лютый мульт, да, отлично. На какой тачке катаешься, очень интересно. Расим, у меня даже прав нет. X2 Pro, это моли 30-ку, ёшки и гагошки. Дальше Наруто, да, Наруто это правильно, я считаю. Ильнас, огромное спасибо, прям, это самый большой подгон. После, кстати, распаковки 2 паковки. Наверное, месяца 3 назад он мне 1000 подкинул.
огромное спасибо за поддержку, прям от души. Теперь однозначно завтра куплю ROG, Asus ROG 2. Я не могу смотреть ничего, кроме хентая у китайцев. Понятно. Pixel 3a XL топ. С XL третьими были проблемы. Big Bossик. Посмотрите, я думал третий еще купить, но пока не буду. Сейчас второй поюзаю, расскажу вам. Будет обзор на новый браслет от Redmi. Заказал, как только придет, расскажу. Четвертый раз спрашиваю отношение к Magic Watch 2. Андрей, дорого. Вот кратко. Скорее всего, если у вас самсунговский телефон, однозначно хорошие будут часики. Как думаешь, что лучше, Samsung Galaxy S10 или Huawei P30 Pro? Однозначно Huawei P30 Pro, но думаете, как вы будете жить без Google сервисов? Скорее всего, вопрос уже задавали, но будут ли обзоры на полноразмерные наушники? Тот еще Илья, у меня их было много на канале. Почему я их делаю немного? Потому что... Не часто, точнее, потому что они не так интересуют пользователей. А так у меня, наверное, наушников еще штуки 3 есть таких. У меня много девайсов покупаю. Как тебе наушники Edifier? Edifier все плохие, все, не люблю их. Все ломалось, это из разряда кармы, наверное. Мне не везет с Edifier. Купил Redmi Note 8, Redmi 8A и доволен как слон, хороший телефон. Так это отлично, если вам телефон подходит под ваши задачи. Не забываем ставить лайк за труды. Брось линейку OnePlus в руки и вперед в PUBG побегаем. Бука, я предлагаю в PUBG на V17 после стрима через часик. Ильнас, огромное спасибо. Ты прям решил меня закидать донатами. Такого еще не было. Спасибо большое. Ильнас Унусов. Первый раз такой. Huawei P30 Pro. Ты сам собираешь технику и хочу завести свой канал. Ильнас, ты можешь написать или в телеге, или в личке, мы тебе поможем, товарищи из Телеграма, как и что делать. Но опять же, если вы хотите делать канал, всем, кто планирует когда-то делать хоть какие каналы на YouTube, вот мой жизненный опыт довольно простой и обычный. Помимо того, что нужно любить технику, иметь много денег, все равно денег надо иметь много. Либо знакомства, как у некоторых каналов, продавцы, чтобы вам давали и т.д. и т.п., и время, то есть это года. Вы сразу, если вы смотрите, как сразу выстреливал те же 808 чудо-техники, помните, что этот канал спонсирует Газпром. 2 миллиона за год они набрали, потому что это в первую очередь Газпром. Если у вас есть возможности по финансовой по рекламе, то да, может быть, но они должны быть глобальные, это реально миллионы, чтобы выстрелить. По технике мест очень много, как правильно говорил Жаропасный Вилсаком. С одной стороны много, а с другой стороны это все длительный период. Вот. Во-первых, набирать опыт, во-вторых, набирать аудиторию. И в-третьих, нужно все еще любить девайсы, потому что будут и хорошие, и плохие. Обширные возможности у телефона по фотошопу, отдельных черт лица с комментариями, это YouTube просто не пропустил. Раз 5. Аниме ГТО и Detroit Metal City топ DMS строго рекомендовано. Понятия не имею, что это значит. Мора, напиши мне лучше в личку, я вот серьезно не понимаю. Саня, в команду возьмешь? Да, если буду стрим делать. Если буду стрим не делать, все равно поиграю в PUBG. Давайте забьемся с вами на 21:30. Плюсики поставьте, интересно в PUBG поиграть, Vivo 18, посмотрим, как быстро разряжается данный девайс. И как сильно лагает. Лагает он, кстати, все равно лагает. Будешь делать обзор на Oppo Reno 3. Давайте я X3 Vivo потестю, потому что все равно вот эта линейка BBK, Oppo, Realme и Vivo. Это все равно одно и то же. И OnePlus, на которых я сижу. Павел Игнаткин. Какие смарт-часы посоветуешь в районе 12 тысяч? Если iPhone, берите Apple Watch 3 серии и все. Можно и новые купить за 15. Enhen Blackstone 3D или ISO White 3D. Обе острые. У меня они почти стоят одинаково. Да, обе острые, Джеймс, примерно одно и то же. Время по какому региону? Москва. Сейчас у меня 20:04, в 21:30 можно поиграть. Часик. Я так понимаю, человек 20-30 нас будет. Только начал смотреть, может быть, уже задавали вопрос до 150 баксов. Помониторите Redmi Note 9S.
когда он будет стоить в районе 12. Вчера он был 12 со всеми купонами. Будет обзор на Xiaomi Watch на Wear OS. Алексей, у меня он был давным-давно вместе со стримом по данным часикам. Что думаешь про iPhone 12? Я его пока не видел, я не думаю. Как только у меня в руках появится девайс, так только сразу расскажу. Саша, ты самоизолировался или работа не позволяет? Сергей, не позволяет работа, пашу и вряд ли буду самоизолируюсь только на EVL. Сарказм не сарказм, но де-факто, скорее всего, так и будет. Ник какой? Там увидишь. Какой телефон купить до 15 тысяч рублей? Еще раз, Redmi 9S. За PUBG. Окей, какие часы на тебе? Xiaomi Midja? Вот так Amazfit Stratos 3 обычно ношу. Не забываем прожать лайк за труды. Спасибо за то, что пришли на стрим. 2 часа мы с вами пообщались. Я понял, что эта тема вам интересна. Буду покупать телефоны. Буду покупать и, может быть, иногда выпрашивать. Но скорее покупать, потому что, чтобы тебе давали телефоны, ты должен о них хорошо рассказать. А рассказывать хорошо о телефонах тяжело, потому что у них всегда есть минусы. Я говорю, но очень часто, когда вы смотрите блогосферу, помните, что люди много врут. Особенно по поводу того, что в телефонах нет или есть. Вот. Как ты относишься к электросамокатам? Плохо, Артем. Почему? Потому что попа начинает расти, а ноги атрофироваться. Не шучу. Стоит ли покупать Xiaomi 9A? Нет. Лады между стрим с PUBG. Окей. Как проводные уши, затычки посоветуешь? Проводные Halo GT2. Все. Всем добра. Еще раз огромное спасибо. Супер-мега спасибо тем, кто давал мне сегодня бонусы. И нереальное спасибо в первую очередь тем, кто провел на стриме у меня все 2 часа. Приятно с вами было пообщаться. Приходите в телеграм-канал, приходите через 1,5 часа, поиграем в PUBG. Думаю, у нас человек 50 будет, пообщаемся. Заодно потестим Vivo V17. Еще не скоро будет тест с PUBG. Почему? Потому что нового телефона пока нет. QCY это 5 норм. Всем мир. Бука, огромное спасибо, что приходил. Тебя я всегда узнаю. Максим, здорово. Model Party, да. Еще увидимся. Всем добра.